Hello guys. Hello guys. Next Island Chill One Day Everybody. Поскакали на хант, мать его, за ногу. И теперь внимание. Мы включаем субтитры. Yes! Теперь наши подписчики могут пользоваться чем? Правильно. Включайте у себя на канале, можете включать субтитры, и они должны у вас работать по-английски. Кому видно, кому не видно. Так, я музыку сделаю чуть-чуть поменьше. Окей. Сейчас должен быть у меня, по идее, этот идти. Стрим пошел. Включились у меня эти субтитры. Так что все нормально. Начинаем хант, первый день июля. Пойдем сперва побьем бибизянок, папушников. Вот у нас точки есть. Кому интересно, можете вот новичкам пооткрывать все точки телепортов. Ой, а мы начинаем. Так, это что у нас? Стартинг 20 секунд. Так, Yellow Papu Old. Первая пачка. Хантим мы этой пушечкой под названием, пока мы еще не продали. Вот такие вот параметры у нее. Это анлимная пушка, она не ломается, если что, но она дорогая. 200, 250 пет для новичка, это если не донатить, неподъемная сумма. Но со временем можно ее будет приобрести и наслаждаться процессом. Hello guys, nice to meet you everybody. Next Island. Так, янги мне не нужны. Папу гвардия. Потихоньку пойдемте, немножко постримим, пообщаемся. Присоединяйтесь. Эта планета изобилует каждодневными квестами, дейлики на патроны, может быть, там есть. Еще есть дейлики на бензин, но в принципе сейчас бензин здесь можно добывать на майне. Потом пойдем помайним, потом пойдем попилим деревья. Короче, у нас есть чем заняться на этот божий день. Будем с вами задротить. А что сидеть догоревать? Не откладывайте на завтра то, что можно похантить сегодня. Выбираете только Yellow Papu Олдов и выше. Потому что вот матуры мне, по-моему, не засчитываются, да? Давайте проверим, смотрите. Будем стрелять в натуры. Будет десяточка или нет? Опа! И нету десяточки. О чем это говорит? Ну да, вы получили лут какой-то определенный. Так, сразу все это уходит у нас на нанокубы.
с позволения, может быть, не с моего, конечно, тоже, но я много писал на тему кубов. То, что они испортили крафт тем, что они кубы лежали в ТТ-терминале. Я им объяснил, что лут, который пользуется у хантеров, он просто летит в ТТ. Практически просто идет круговорот ТТ-шного лута. И поэтому обидно, что 101-102% просто уходит в ТТ, в никуда. Были письма администрации, да, игровой, то все-таки как это поменять. И они придумали сделать рецикл. То есть теперь этот лут можно не просто сдать в ТТ по его стоимости, да, а превратить его в 2% практически. Ну там 101 с чем-то, но с рук можно и за 102 по идее продать. То есть теперь хантер хантит, и весь мусорный лут он может превратить на кубы и потратить на себя. Ну или продать. Поэтому это очень удобно стало. Так, а что у нас там говорил им там? О, а вот и он попался. Закмайнер попался. Закидоша. Сабрюс. Так, я не знаю, у меня как? По идее, вроде у меня должны идти субтитры, если я не ошибаюсь. Ребятулечки, кто? Hello, проверьте, субтитры работают или нет на Твиче. Должны работать субтитры. Они у вас работают или нет? По идее, должны работать у вас субтитры. Так, сейчас я кое-что посмотрю здесь насчет... Нет, там 1 секунда, дашборд. Ага. Настройка подписи. Вот, нажмите, чтобы начать субтитры. Так, раз, два, три, четыре, пять. Должны идти субтитры у нас 25. Давайте. Субтитры пошли. Или музыка перебивает у нас субтитры? Субтитры должны идти. Так, субтитры. Раз, два, три, четыре, пять. Вышла девка погулять. Так, мы продолжаем хантить этих бешеных обезьянок на Next Island. Все работает у нас? По идее, все должно работать у нас. У меня все, микрофон работает, все нормально. Короче, должны работать субтитры, потому что... Ну, он должен нормально вроде работать. Я подключил специальные субтитры для Твича. Ничего в OBS не настраивал, потому что автоматически должны идти субтитры сейчас на английском языке для тех, кто будет смотреть на английском языке через Twitch. Это можно подключить там, а потом, когда отключается стрим на Твиче, то можно его обратно выключать и все. Ну, я специально подключил только лишь вот для этого события. Лучше пусть вас убьют, допустим, да, и вы опять по ходу подхилитесь, чем вы будете хилиться, когда вас бьют, тогда вы будете больше тратить хила, так делать не надо. Лучше пусть вас сольют, и вы спокойно возле турелей будете хилиться. Вот это так просто побьем матурку, посмотрим вообще они хоть и работают иногда или нет, матурки. Странно, что матурки они не включаются в общий лут, удивительно. Мы будем делать это не спеша. Кому интересны субтитры, могут прийти на YouTube, допустим, там, или на Twitch. Ну, YouTube в записи, Twitch так будет.
Так, сейчас я пока подхилюсь. Так, мы эту пока винтовочку оставим. Потом мы будем ее продавать, когда мы уже завершим здесь все свои эти. Ну, если меня не купят ее раньше. Если купят раньше, то купят раньше. Здорово, здорово, маньяк Маньякович. Как ваше ничего? Ратути. Но, ребятульки, пока идет у меня, если энтропия, лучше меня все-таки смотреть на Твиче, пока энтропия идет. Если кому нужен Twitch, могу дать ссылочку на Twitch. А другие игрушки, да, лучше смотреть на ВК, потому что там лучше и картинка, и задержка меньше. Так пока, в принципе, когда идет энтропия, именно на Next Island, лучше все-таки смотреть на Твиче, если не сложно. Я буду признателен за это. Потому что пока на ВК Play нет никаких, ну, как называется, никаких таких событий, где платят денежку. Поэтому пока мы так мучаемся, сидим здесь, на этой красивой такой планете. Потом еще пойдем побьем циклопиков. Короче, на любой планете, я как сказал, заняться есть чем. Было бы желание, время и деньги. Вот и все. Чтобы пострелять. Майнить тоже можно, но это такая нуднятина. Бежишь, пробку кинул, пусто. Бежишь, пробку кинул, пусто. Бежишь, пробку кинул, третий клайм. Бежишь. Ну, 100 пет это нормально, а смотря с чего 100 пет. Но у меня вообще не было никогда денег. Я не знаю, как я вообще, как я сделаю эти 3000. Но я-то донатил всего за 4 года 300, даже около 400 долларов всего лишь. А вернуло мне пока хофами 250. Ну вот если 100 пет будет, лети на Рактропе, покупай ТТ-пистолет и девочек лупи. Хотя бы за 380, за 390 маркап можно продавать шестеренки. Но другого выхода пока нету. Конечно, может быть, разрабы в будущем, если они почитают, или кто-то, может быть, им передаст, или просто можно им написать, то если сделать для всех планет, не только для Рактропии, хотя бы чтобы вот такие вот мелкие мобы были, чтобы привлечь внимание новичков, чтобы дать им старт к развитию, да? Привет, Килман, скажи, пожалуйста, а есть там у тебя сбоку такая штучка, SS написано, по-моему, и у тебя там идут английские субтитры, или ты их не видишь, английские субтитры? Скажи, пожалуйста. Ты видишь английские субтитры? Девочки для сотого уровня. Я думал, у тебя 100 пет будет. Ты сказал 100 пет. Вот ты 100 уровень, а или 100 пет, я тебя не пойму. Ты так пишешь, скоро 100 пет будет. Не понимаю. Девочки, ну и что такое 100 уровней игроков? А почему нет? Зато в плюс. Вечный. Маньяк Маньякович, ты можешь перейти на Twitch, пожалуйста? Или тебе пока на ВК Play приятнее сидится? Килман? В смысле не так работает? Ну давай сделаем так. Как понять не так работает? Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Он переводит это или нет? Ну, там, наверное, как-то надо настроить. Я вроде настроил автоматически. Килман? Сегодня июль месяц. Да. Может делать с задержкой. Сейчас. Так, сейчас проверю.
А если мы так сделаем не Соединенные Штаты, а Великобританию? Ну, давайте вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Мистер Громкость повторить. Привет, привет, привет. Почему, говорит, мелочи, мелочи? Всем привет. Что-то, походу, он как-то плохо работает. А ну, если вообще звук убрать. Привет, привет, привет. Раз, два, три, четыре, пять. М, Непонятно, короче, как он работает. Ну ладно. Поп- Попытка была неудачная, да? Странно. Информация о переводе Twitch. Для активации перевода на 24 часа требуется 500 кредитов. Баланс кредита 0. Ах ты, сука. Ха-ха. Прикинь. Бабки хочет. Ха-ха. Так он не хочет, прикинь. Да. И как это сделать? Так, давайте сейчас проверим, что нам нужно, чтобы сделать. Значит, он платный, да? А он бесплатный. Но, видите, он не работает. Ладно, у нас, в принципе, есть YouTube для этого, если что. На YouTube нормальная коррекция. Там есть субтитры. Короче, 500 бит нужно на 24 часа. Ага, то есть, типа, 500 бит платишь, и он тебе переводит. Ага. Здесь вы можете потратить 500 бит, чтобы активировать трансляцию для вашего канала в течение 24 часов. Выберите 500 бит, чтобы активировать один день переводов, охватывающий все заданные языки. С вашего баланса будет вычено 500 бит и переводы, понятно. Ага. И переводы будут что? Включены на 24 часа. Вот же твари. Понятно. А сколько это интересно? 500 бит это сколько в рублях? Интересно, сколько в рублях? 500 бит. Да, обидно, конечно. Ну ладно. Я не понял, я думал, что будет работать, а на самом деле хрен там, он специально не работает. Сейчас, one second, please. I'm time. Так. 500 бит это, конечно, полная дичь. Ладно, потом вырубим его, в принципе, и не нужен будет. Ладно, субтитры, если что, есть у нас на языке другом. Так, пойдемте починимся, сделаем ремонт. Пятьсот бит это сколько, интересно, в рублях, чтобы мне включить? А, С меня спишется 500 бит. Так, это у нас repair, ремонт.
А есть пистолеты. У нас майнинг здесь есть. А вот, походу, прикинь, анлимный. Ха-ха! Анлимный экскаватор. Они покупают и везут на Кали и там продают. Подожди, очень интересно, а что? В ТТ здесь нету пистолетов, что ли? Я понять не могу. А где здесь? Не понял. Ага. Вижу только какой-то нож пятипедовый. Что это такое? Странно. Интересное кино. В терминале нету пушек. Или может я не там смотрел? Ладно, потом посмотрим повнимательнее, так сказать. Вау! Найс! Так, он сейчас не выстрелит, наверное, надеюсь. Давайте его сейчас замочим. Это была Барбарелла. Обидно, у нас субтитры, короче, получается только на этот идут. А на... 500 битс это $3. 500, нет, $5. 5 баксов. Это почти 500 рублей. 500 рублей, не, я лучше в энтропию задоначу 500 рублей. 500 рублей на сутки это дорого для переводов. Ребятульки, есть какой-то перевод именно в ОБС для захвата, ребята, серьезно. Есть перевод для английского языка на ОБС. Если подождете, я специально найду плагин OBS. Но надо придется тогда мне переключать, получается, да? Плагин OBS для... Вот автоматик плагин написано OBS Studio. А вот какой-то есть, походу. BNet представил новый ресурс, руководство по использованию Speech Logger для автоматических субтитров в реальном времени. Я создал простое руководство по использованию Speech Logger для добавления автоматических субтитров в реальном времени в напрямую трансляцию в OBS Studio. В руководстве описываются, какие настройки Speech Logger использовать, каких фильтровать захват окна, чтобы получить внешний вид субтитров. Руководство, демонстрация YouTube. Безумно жаль, что нет десктопной версии, типа и она платная. Нужна бесплатная альтернативная вроде Гугла. Понятно. То есть тоже платная вещь. То есть тоже она платная. Ну ничего. Зато есть субтитры, если что, на YouTube. Там трансляции хранятся нормально. На ВК Play я немножко почистил. Свои там удалил всякие креседы, старые видосы там других. И вот сейчас у нас пока акцент идет только на Next Island. Я надеюсь, музыка сильно мешать не будет субтитрам. Думаю, они имеют все равно распознавание. Мы пока застряли на этом необитаемом вечном солнечном острове. С интересными персонажами. Каждый день делаем определенный уровень дейликов, получаем таблетку за 2 педа. Потом пойдем на кабанчиков. Потихоньку будем проходить уровень за уровнем. У нас сегодня солнечно, тучки небольшие. Вот. Облака есть.
Все как в реальной жизни. Так, я смотрю, как он делает, добавляет на YouTube. Надо сохранить этот видос и потом проверить, как он будет у нас работать, платно он это или бесплатно. Я его закину на панель закладочек. Потом посмотрим, как можно будет реализовать на английском. Hello guys, welcome to Next Island everybody. I'm Hunter 54. Нам, говорит, нужно все время, чтобы говорили, о чем-то говорили. А о чем говорить каждый раз? Чтобы стример говорил, его нужно спрашивать, правильно? К сожалению, сейчас новичков в России очень мало. Им трудно зарегистрироваться, даже на Next Island. Если только вы не переедете в другую страну, там будет, конечно, полегче с регистрацией. Можно, конечно, рискнуть зарегистрироваться через VPN, но на свой страх, как говорится, и риск. А потом просто напишите, что типа переехали. Все. Приветульки, приветульки. Да как успехи? Вот пока ничего, в минус 300 пет пока по основной статистике. У нас вот было 5.5.2.0 было, потом было у нас 5.7.0, и после Виксонов, и после сюда было 5.4.4. Ну вот сейчас 5.400. Потихоньку идем в минус. А так пока хотел настроить я все-таки этот OBS, чтобы у меня все-таки стрим был с переводом субтитров на английский язык. Но тогда получается, если сделать мне на OBS субтитры, получается у меня субтитры английские пойдут и на ВК, и на YouTube. Тогда мне, получается, придется отрубать будет на YouTube субтитры. Попробовать сделать так, не знаю. Но это уже будет следующий стримчанский, поэтому мы этот стрим сделаем не таким длинным. Ну там максимум там 3 часа, как будет, как обычно, 4 на Твиче. Я потом просто специально его... Короче, для партнеров хранится 60 дней на Твиче видео, так, да? Для остальных 14 дней. Вот я как компаньон 14 дней. Мне это невыгодно, поэтому я что делаю? После как стрим заканчивается, я беру, делаю яркие моменты, выделяю полностью, сохраняю. И он как бы мне этот копирует мой стрим в отдельное видео. И пока я его не удалю, оно будет храниться. Это, кстати, очень удобно. Но, ребятульки, сейчас кто на ВК Play, когда вы на ВК Play Live смотрите и видите, что я нахожусь на Next Island, пожалуйста, можете перейти на Twitch. Я вам ссылку на Twitch скину. Вы можете также найти меня под Авалонисом. И все, также Авалонис 3D. Twitch. Я вот могу скинуть сюда. И вы можете просто перейти туда, потому что мне нужно пока на ВК Play нет ничего сверхъестественного, чтобы там что-то можно было, какая-то поддержка, хотя бы элементарное ваше присутствие. Поэтому лучше пока на Твиче. Пожалуйста. Когда увидите, как бы, что я стримлю энтропию, лучше, конечно, пока на ВК Play ничего не происходит, никаких событий нету. Поэтому, когда я нахожусь на Next Island, вот эти вот месяцы, лучше поддерживать меня на Твиче пока. Пока я с Твича не ушел же. Мы пока здесь до 2025 года будем ждать обновления движка. И поэтому приятно будет. Здесь мне будет ваша поддержка. Если я получу сет брони, если я его смогу, сделать с ним что-то, то я разыграю, как бы, 100 пет я разыграю между своими, кто будет смотреть меня в онлайн. Просто сделаем, там будет, допустим, 10 человек в онлайне, сделаем шарики.
Кто первое место шарик займет, получит 100 пет. Но это, не знаю, получится ли мне взять. Все-таки мне нужно настроить субтитры. Я вот не знаю, мне сейчас отключиться лучше, начать заново. И лучше все-таки продолжить, сделать 3 часа стрим. Потому что на ютубе, в принципе, есть субтитры. Так что париться особо не стоит. Я понимаю, может, они там только тупо Twitch отслеживают. Хотя я видел, что из ютуба они фигачат там. Ну, не суть. Я пока отключил, потому что 500 рублей платить за день ради субтитров, я поищу другие субтитры, которые будут для англичан, там, для английских. Как я могу сказать, если кому интересно, кто меня, как это сказать, сейчас я напишу. Who cares who's watching me and wants to know what I'm saying? Watch me on YouTube, there are subtitles. Короче, вот так вот. А мы продолжаем с вами фармить нубский хлам, перетаскивать его в нано-кубы и продавать нано-кубы или самим крутить. Я вот покрутил дофига кубов. Кстати, хорошая тема. Выбил вот такую, ну там дофига у меня выпало всяких штучек. Я вот это вот не знаю, что это такое. Маркап, в принципе, небольшой у него, но я не понимаю. System Stabilizer Blueprint. Для чего он нужен, я не знаю, но он у меня, по-моему, первого уровня, да. И вот я выбил на 22 педа. Могу потом продать его на 2200 кликов. Проволока упала у меня. Вот глобнул на крафте. Поэтому удобно. Накопили ламом 100 пед вот здесь вот. Накопили вот так вот. Такая гадость, да, здесь. Скинули его на кубы и сами покрутили. И у вас будет глобчик. А потом уже можете патроны на вид продать, гранатометовские, что хотите, можете, короче, делать. Ну, вы-то не новички, вы уже знаете, уже ориентируетесь, это я нубас. Так что вот мне нужно еще подсказывать и подсказывать. А то, что я смотрю других видосы, я делаю на клипы маленькие, вырезаю. Это удобно, как получается, я уже повторяю, это онлайн-блокнот. Я-то записываю, но для тех, кто не записывает или кто не смотрел, допустим, раз видео исчезло с Твича, оно долго не хранится на Твиче, если вы не делаете яркие моменты. Я, допустим, слушаю по несколько раз видео, да, я быстро слушаю по 1,5 скорости и делаю маленькие клипы. Маленькие клипы хранятся у человека, у того, на кого вы подписаны. То есть, допустим, у Серго Зло исчезло видео, а вы нажимаете клипы, и там эти все маленькие отрезочки вы можете прослушивать с названием. Это очень удобно. Я не такой знаменитый стример, что там меня будет спрос иметь то, что там я там на YouTube стримлю. Я там никакой контент такой крутой не показываю, не популярный как бы среди миллионов людей, да. Так что я не думаю, что какие-то претензии будут со стороны Твича ко мне. Если они напишут, тогда да. А так, пока они не пишут, пускай. Сейчас похилимся. Если просто баланс лежит у вас мертвым грузом, и вы с ним ничего не делаете, пытаетесь его накопить, но при этом у вас не происходит никакой процесс, ну, в плане, как и в любом бизнесе, купи, продай, денежные потоки, да, денежные хождения, а просто хлам валяется у вас, это у вас, ну, замороженные педы, как замороженное время. Можно все это было пустить в оборот. Пусть и небольшой, но оборот. Хотя бы в день.
прокручивать хотя бы 10 долларов. Хотя бы начать 10 долларов. Потом через месяц поднять 15 долларов. Потом через 3 месяца поднять долларов 20 крутить, да, в день. Ну, согласен. Реализовывать долго, тяжело. Я вот шестеренки целый месяц продавал. Я каждый день орал. И все-таки я нашел своего покупателя. Пусть не за 400, пусть не за 370, но больше 370 я продал. Он думал, что у меня их 125, по-моему, что ли, было, или 126 пет. Но я ошибся на 5. У меня их было чуть больше, там, около 130. И он в итоге у меня сразу купил. Я полетел на Калипсо, продал и обратно прилетел сюда. Вот если бы здесь хотя бы, ну здесь есть кабанчики, каждый день 200 кабанчиков бить, но понимаете, здесь вы сделали 200 день, да, и вы свободны. А на Рактропе нужно дудосить постоянно. Потом заниматься, ну если вы твинкер, без проблем, пожалуйста. Создаете, да, осуждаю, потому что это нечестно. Ну, как мне сказали, да, 10 шаров. Вводите сюда и начинаете лупить свит. Ну, тоже какой-то выхлоп есть, если так не можете заработать. Но это чревато, что вас забанят. Ваши твинки потом могут вычислять каким-то образом. То, что вы не качаетесь, кроме свита у вас ничего не растет, там и эвейда. То есть получается, вы просто как бы на автомате вы стоите и светите. Но если вы живой человек, да, я тоже, допустим, сейчас хочу купить какой-нибудь бэушный комп, взять, туда поставить энтропию, и поставить буковку F, зажать, и пусть он у меня этих виксонов лупит. А я пока вам буду стримить тот же Киберпанк или что-нибудь еще, ну, такое более интересное. Но если вы скажете, фу-фу-фу, ничего не хотим, хотим только энтропию, давай нам энтропию, больше ничего, ну, тогда мне придется послушаться к зрителям. И придется мне своими артритными, блядь, пальчиками лупиться. Хотя это очень долго, очень нудно, однообразно. Вон люди играют в какую-то там игру там красивую, да, тоже космос у них есть. Они там летают по планетам, у каждой планеты своя атмосфера, свои враги. Если бы такая энтропия была бы, наверное, бы здесь бы серваки бы реально бы задымились бы. Но мы делаем потихоньку каждый квест, каждодневный, есть каждодневные квесты, здесь есть еженедельные квесты. Тут можно жить. Но здесь нужны хотя бы начальный капитал большой, чтобы вы могли крутиться, чтобы вы не просели по балансу. Поэтому для новичков Next Island, я бы сказал, если вы не можете донатить, это сложная планета все равно. Сложновато для новичков, если не имеет возможности человек донатить. Если у вас есть возможность money вложить, да, big money, то было бы неплохо. Ну, он, кто сказал, я читал, да, вчера что-то, Пикатори, да, сказал, или кто там сказал, то он типа 15 косарей сделал в L2 за 1,5 месяца. А здесь, говорит, чтобы хорошо одеться, надо 2 миллиона рублей. Это получается, сейчас скажу, сколько в долларах. 80 рублей доллар. Так, 1000 долларов. Это 80 тысяч рублей. 10 тысяч долларов. Ну вот представляете, да, какие суммы, чтобы здесь надо одеться. Это не для каждого игра. Среднестатистический нищеброд не потянет эту игру, типа как я. Но вот только вот бить такую вот мелочь, да, и то вывести я не могу ни копейки. Просто тупо трачу свое время. И все. В надежде, что мне там какой-то сет дадут. Ну не знаю, дадут, не дадут, короче, это уже зависит не от меня, а от зрителей, которые смотрят, потому что они считают на Твиче, сколько людей сидят. Арина! 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 Дочь! Арина! Арина! Иди сюда! Принеси класс, пожалуйста. Пожалуйста. Так, больше меня ни о чем не проси. Ноутбук я не починю. Ноутбук, блин, хакнулся, все. Слава богу, один минус ноутбук. Целый день сидят за ним, вот он, наверное, и сгорел. Хотя я его чистил.
Сейчас мы здесь допилим обезьянчиков. Осталось не так их много, в принципе. В основном слишком много денег уходит на ремонты, на всякое такое. Надо всегда следить за маркапом. Если маркап хороший, вы видите, да, его надо оставлять. Пусть это будет мелочь. Пусть это будет мелочь. Но если вы видите, да, что он имеет какой-то маркап, лучше оставлять, пригодится. А это вот с этим вот лучше не надо возиться. Даже если здесь маркап есть, да, 123. Но это временное. Но его надо очень много накопить. Чтобы 10 тысяч пет прокрутить, 50 тысяч пет прокрутить, чтобы какой-то был выхлоп. А если вы по мелочевке каждый день лупите, лучше нано-кубы бабахнули, сами же и прокрутили. Это удобнее. Я не могу прыгнуть вперед. Да, я не могу, допустим. Нет, здесь можно прыгнуть вперед. Знаете как? Залить скиллы. И все. Но опять-таки, вы зальете скиллы, вы станете сильным, а у вас нету денег наоборот. Нету у вас педов, допустим. Здесь нету, допустим, 30 тысяч, да, 40. Вот было бы 50 тысяч, я бил бы и ОМОНов. Если бы у меня были бы скиллы, да, позволяющие. Хорошая броня. Но все можно слить. Ну, не за день можно слить, но можно слить. Даже 50 тысяч пет можно слить, 5 тысяч долларов можно слить, если неграмотно подходить к мобам. Если у вас есть возможность донатить, тогда вы можете спокойно не опасаться за свой, кажется, кошелек. А вот у нас все очень тяжело, потому что через VPN опасно донатить. Могут забанить. Скажут, ай-яй-яй, нарушаем правила, типа бла-бла-бла и все такое. Поэтому я тоже на свой страх и риск бабахнул, вот, 2 раза, да. Но потом я скажу, типа, да, нельзя было, ну ладно, а тут вроде им денежка пришла на их счет напрямую. Без фанпеев, без ничего. А кто-то сказал, что сейчас вывод длится 80-90 дней. Это просто жесть, да, для Европы. Это очень долго, ребята. Почему так происходит, я не понимаю. Ладно, мы деньги кидаем, они мгновенно у них появляются на счету, у нас мгновенно появляются боксы и появляются ключи. А чтобы вывести мани обратно к себе на карту, надо ждать 90 дней. И что, я так буду пить при всех, то есть с бутылки? Блядь, я попросил стакан налить. Спасибо. Я люблю с бутылки пить, не знаю почему. Не люблю стаканчики. Только чай пью со стаканчика. Я же не буду пить квас с горла. Ой, чай, блядь, с горла же не буду пить. Так вот, почему вывод занимает так много времени? Неужели они каждого проверяют именно не по скриптам, а вручную? То ли у них слишком много выводов, хотя бы, да, по 100 баксов, и у них накопилось такое количество выводов по документации, что они не могут обрабатывать все эти суммы, и поэтому так долго. Блин, надо вот, ну они вряд ли скажут, почему так долго, да? 90 дней вывод, 3 месяца. А я что кушать буду 3 месяца, а? Ну так, разобраться, да, если, допустим, мы жили бы где-нибудь там в Германии, там, или во Франции, или где-нибудь еще. Ну непонятно, да? Чем надо же как-то перебить эти 3 месяца ожиданий? А прикинь, ты выводишь штуку баксов, тебе говорят, извините, мы не можем совершить платеж. У вас было какое-то там нарушение. Ебать, какое нарушение? Где? Ну, понятно. Да здесь, сука, все завуалировано под игру. На самом деле это как онлайн-каз, только, как сказать, завуалировано. Вот смотри, это вот считай, что аппарат, да, однорукий бандюк, вот этот вот, да, вот. Я в него просто луплю. Вот он. В итоге я кидаю мани, чин-чин-чин-чин-чин-чин, хрынч. Это просто сделано математически, нарисовано под видом игрушки, стрелялки. А на самом деле тут математика как бы такая. Ну, кто-то джекпоты, вот это вот сделано так же, как и в этом, в онлайн-казе, типа показано замануха, понимаешь? Вот такая вот, что типа кто-то выбил. А на самом деле, может быть, это выбивают боты самих этих ну, админов. А мы думаем, что о, давай бежим туда, сейчас там нам тоже бабахнет. Не, ну хрен его знает, ну видишь, Ольга Криптохо бабахнула на 50 зелень.
А может быть, все здесь нормально, все честно, математически. Все зависит от твоего мозга, от твоего, как говорится, ну, короче, от многих факторов зависит. От информации, от удачи мало что зависит, математика, какие-то, может быть, расчеты. Ну, поэтому она очень сложная игра. Это сложнее, чем Еви онлайн, я считаю. Я играл вообще ни о чем, если честно. Это самая игра, потому что это как жизнь, понимаете? Это как в жизни. Экономика, продажи, расчеты, маркапы, графики, сезоны, продажи. Здесь нужно быть экономистом. Видите, смотреть, почему здесь были такие продажи по 2,2 килопеда. Почему они падали до сюда. Это все, ой, короче, очень большой объем пул информации. Надо в себя впустить. Я только год-два этот пул перерабатывал. Потом я все это запустил, дело в процесс. Запустил процесс в один файл, чтобы не сойти с ума. Потому что когда я начал смотреть стримы, ну, стримы смотреть очень долго, тяжело. Я смотреть начал чаты, которые я находил. Чаты просифонил. Ага, вижу интересный вопрос. Пауза. И начинаю слушать, что спрашивает стример. Ну, там, что спрашивают его. И поэтому я вот так вот накопил определенную базу. По ханту, по майну, по крафту. И делюсь с русскоязычными. Могу бесплатно раздать, мне не жалко. Хотите, пишите, я могу дать файл. Но с одним условием, если вы будете потом пополнять этот файл, потом дайте, пожалуйста, обратно, чтобы я мог просто его у себя обновить. Но, или как сделать грамотно, да, вот как вот надо подумать, сделать грамотно с этой информацией, чтобы она не терялась. Потому что, смотри, я, допустим, на своем файле нашел что-то в игре, ну, допустим, чтобы не забыть, написал туда. И ты что-нибудь написал туда. Но если я заменю файл свой твоим, у меня исчезнет. Правильно? Моя информация, она заменится твоим файлом. А той информации, которую я нашел, у меня не будет. Вот надо как-то сделать это грамотно таким образом. То есть человек, который получил от меня, допустим, этот файл с информацией по разным направлениям, по разным планетам, если он начинает записывать свою информацию новую, которую он обнаружил, и потом захотел поделиться обратно с людьми русскоязычным, да, пусть он делает тогда полностью красную полоску, а потом начинает ниже уже писать. И, допустим, человек, который получает ту же информацию, он просто берет, копирует нижнюю и вставляет себе в блок. Все, и он обновляет себе файл. А тут файл просто удаляет. И у него уже получается база в 2 раза больше, чем была. И вот такую базу можно просто превратить в гигантский пул информации по всем планетам, по ханту, по майну. Для чего это нужно? Чтобы не бегать по всем форумам и не слушать 300 видео одно и то же и копаться на форумах. Ну, такие вот, я вот хочу так сделать, чтобы массив данных, так называемый, для русскоязычной аудитории. Но я раздавал буквально 2-3 человекам я дал, и то они все пропали. Поэтому, если есть старые подписчики, да, русскоязычные, вот кто хочет, пишите в чат, я на mail скину вам этот файл, который у меня есть. Но вы не удаляйте, допустим, ту информацию, хотя, в принципе, вы можете делать все, что угодно, можете удалить и просто писать свою информацию. А потом, если захотите, конечно, никто вас не принуждает поделиться обратно, если типа вот я обновил в течение года, я такие-то наблюдения делал по майну, по крафту, там по ханту, прочее там еще есть. Ну, разные разделы. Вот, допустим, я был там на Аркадии, там был какой-то квест, я зашел туда, зашел сюда, я был на Next Island, я вот убил попутчиков, с меня выпала такая-то штука на тысячной прокрутке педов. Короче, каждому свое, у каждого своя информация, у каждого своя тактика в этой игре. Кто-то хантит, кто-то майнит, кто-то просто тупо торгует и кайфует. Он просто аукцион чекает и занимается своими делами. Все. Ему больше не нужно ни майнить, ни хантить, ничего не делать. Он просто торгует. Торгаш, спекулянт, барыга. Об этой игре можно говорить очень долго. Но, чтобы говорить долго и много, нужно иметь очень большой запас знаний, многолетний. А я здесь недолго, поэтому я нуб. Вот Серго зло, послушать, одно удовольствие, да, потому что человек нет, но он делится информацией.
Но опять-таки, когда стрим идет 3, 4, 5, 6 часов, но будет сказано без обид, есть один стример, да, которого не то, что я не могу слушать, я не могу понять, что он говорит. У него нет четкости в словах. Я даже замедлял, специально улучшал. Или я глухой, может быть. Ну, с колбасой нам надо что-то делать. Или чтобы он купил какой-то фильтр, чтобы более четче выражаться. Чтобы я не прослушивал по 3-4 раза, что он имел в виду. Потом так вот что-то говорит себе под нос, и я не знаю, что вот это вот может быть. Я вот так, я честно, я не понимаю, ребята. Поэтому мне колбасы тяжело слушать, поэтому я пытаюсь его прослушать 4, 5, 7 часовой стрим только на быстрых прокрутках и контролируя чат. Если чат какой-то вопрос интересно задает, я послушаю и что-то интересное выпишу, все. Поэтому, когда человек что-то бубнит под нос, извините, без обид, или просто не умеет четко выражать громко, да, спокойно, я не понимаю, я не слышу. Вот Серг зло говорит идеально, он говорит, микрофон четкий, все слышно, все, слава богу. Даже на скорости 1.2 я его слушаю, как бы и прекрасно, мне нормально. Поэтому надо как-то все-таки, если вы человек все-таки публичный, хотите вас смотрят уже 5 человек плюс в записи, вас смотрят 50 человек, имейте, пожалуйста, какое-то как бы уважение к зрителям. Хотя бы научитесь элементарно излагать свои мысли, хотя бы просто громко, четко, чтобы вас было слышно. Чтобы вас не надо было ставить там на скорости 1.5. А то есть один блогер, я его уважаю, но он так говорит очень медленно, что мне приходится слушать его на 1.5 скорости. И поэтому я не могу его воспринимать на обычной его дикции. Я не понимаю, что он говорит. Я засну. Поэтому мне приходится врубать 1,5 минуты скорости. Если у меня что-то с дикцией или с микрофоном не так, пожалуйста, напишите. Я буду над этим работать. Так, Килман, скажи, пожалуйста. Ой, где здесь ТТшные пистолеты продаются? Скажи, пожалуйста. Тут они вообще есть на Next Island или нет? Давай еще раз проверим. Что-то я пешком хожу. А Next Island, она интересная, но здесь нужно копаться, здесь нужно искать. Все-таки она не такая простая планета. Это не только одна планетка, смотрите, да? Она вроде, ну, она такая, в принципе, себе, ну, как Сирена вроде, даже, может, побольше, фиг его знает. Но плюс здесь еще есть вот такая вот Греция. Тут можно полетать, там мобики, тут акулки плавают. Так что богатый урожай. Но опять-таки, все, к сожалению, упирается в наше время, которое нельзя ничего с ним сделать. Его только можно потратить. Время заработать нельзя. Поэтому самый ценный ресурс здесь это время и информация. Все. Так, ладно, давайте посмотрим. Тут у нас вообще есть что-нибудь. Ну, медиков я вижу здесь. Медики есть. Здесь есть у нас сканер, у нас есть и всякие штучки для... Вот нож я вижу. Что это такое? Repair? Я не понимаю, что это за фигня? Я не понимаю, это какой-то чинилка какая-то, что ли? Не понял, какая-то чинилка. Вот майнинг. Интересный такой. Виапон. А, вот они, вот пушки. Смотрите, какие интересные. Какой интересный здесь очень дизайн для новичка. Я даже никогда не смотрел здесь, кстати, сколько я был. Никогда не видел здесь. Вот, давайте посмотрим на пистолетик. 58% эффективности. Такая вот пушечка неплохая. За небольшую сумму, да. Всего лишь 3 педа. Вот такой вот пушечка у нас неплохая. Default EAC Laser File. Пила. А, это пила, все, я понял. Лес рубить. А ну-ка, маньякович, а ну-ка, быстро на Twitch. Быстро на Twitch! Все, я вижу, Weapons. Давайте его купим. А этот я починю просто ради прикола. И просто похантим им. Чисто ради интереса. Вы не будете же к Нубасу продираться, да?
Унижающий сам себя возвышен будет. Такие вот слова. Я не религиозник, давайте вот без этого. У меня много было на стримах про духовные темы, но я не религиозник. Вот мы играем и все. Когда мне там пишут, что я там люблю мир, надо любить, любовь нести мир. В Писании говорится, что не любите мира и не того, что в мире. Мы-то не любим, мы просто убиваем время и пытаемся как-то прожить этот день. Все, никого не обманывая, ни там ничего плохого не делая. Не распространяя всякую гадость, ничего не делая. Вот и все. Просто не надо любить мир, а не того, что в мире. Того, что в мире, в том нет любви очи. Видите? Смотри, какой у меня пистолет. Эй, а ну-ка покажи. А ну стоять, не двигаться! Все на мой стримчанский welcome! Понятно, будем рубить лес. Но не, ну зачем у меня рубить лес? Для этого у меня есть... Я давно покупал, потом продавал, потом опять покупал, потом опять продавал, потом опять покупал, потом опять продавал. Потом сказал, надо, если есть, есть. Не люблю копить хлам. Никакого хлама у меня в машинах нету. Надеюсь. Никогда я себе... Вот смотрите. Пусто. Видите? Давайте посмотрим. Пусто. Видите? Давайте посмотрим. Пусто. Видите? Давайте посмотрим. Пусто. Видите? Опять говорю, пусто. Опять. Опа, здесь не пусто. А это что такое? Не понял. О, какая-то лошадка. Иго-го! Это давали на сирене. Это все на сирене. Походу, чисто, знаете, как оставил, чисто как памятка. У меня в реальности нету такой штуки, но был бы признателен, если кто-то мне подарил бы вот такую штучку. Я очень люблю такие штучки стеклянные. Там так вот дернешь, там типа снег идет. Нравятся мне такие штучки. Вот такие штучки я оставил себе и все. Кстати, не забывайте, если у вас сломался транспорт, и вы хотите его продать или выкинуть, я не знаю, проверяйте всегда вот эту вот штучку. Open Vehicle Inventory. Вдруг у вас там что-нибудь есть. Поэтому я от всего избавился. Ничего не храню. Так, но вы смотрите. Мы купили эту штучку. У него 118, да? У меня 400 патронов. А если я переключу на свой, 800 патронов. Видите? Как у меня все-таки эта пушка, она экономит выстрелы. Но буквально 9 пет пройдет, 9 пет, и вы пойдете ее что делать? Правильно, чинить. То есть 9 пет прокрутки и минус 3 педа на починку. И все. На ХК, да, меньше скиллов нужно, чем на ТТ-пистолет, но... На ТТ-пистолет, на ХК меньше скиллов, но она стоит для новичка. Если он не может задонатить, ну ладно, попробуем просто пострелять. Ну, согласен. Только для девок. Ну, на девках можно их тратить, да. Видите, такой маленький? Такой дымок у него еще красивый. Он у него еще этот... Двигается это. Мне нравится. Само дуло двигается. Ладно. Пойдет. Ну, что нам смотреть вот на эти пиксели? Что нам смотреть на эти педы? Они, понятно, что дело, они где-то в мозгах у нас есть, что это все это доллары, да? Но вывести мы не можем. Обменять на баксы дам только через пан, что вас забанят. Я бы с удовольствием продал бы, да, но забанят. Поэтому лучше идти честным путем, трудным, тернистым и идти вперед. Ну, Коробков падлу. Ну, Коробков, я знаю, что делал, когда Коробков бил. Ой, когда это было давно, боже мой. Я Коробков бил сперва с пистолетом, а потом лут, когда продавал, я брал нож, стачивал нож. Потом опять по кругу. Ой, ё-моё, сколько времени потрачено. Ё-моё. Это дичь полная. Слушай, а чё одни матуры. А здесь можно разговаривать часами. Общаться можно часами, но для всего это, дорогие мои, нужно время, энергия. Разговаривать тоже тяжело часами, знаете. Нужно иметь талант, чтобы говорить о чем-то несколько часов подряд, когда ты не имеешь особо глубоких знаний по теме. То есть, или лучше молчи, молчание золото, да, но тогда что получишь? Я не знаю.
Это таки, короче, после видоса я сделал это на 3 часа, чтобы долго не делать, или 4 часа. Я потом все-таки попробую запилить субтитры на OBS, а на YouTube просто их вырублю, и все. Именно для энтропии. Посмотрим так, получится или нет. Ну, если они хотят на английском языке, допустим, ну, я не умею говорить на английском языке. А есть один стример, он молодец, он на английском шпарит, но почему-то я его не вижу, чтобы он стримил энтропию часто, и что он был бы на Твиче. С его английским здесь он бы, наверное, точно броньку хапнул бы. Welcome to Next Island. Event Armor, welcome everybody, да? И больше ничего не знаю. Идиот. А я не помню, я не запомнил ники, вот в никах у меня проблема, я не вспомню. Он играет в Еве онлайн, знаю, на ютубе. И... По-моему, он у тебя интервью брал, или не он. А может не он, а может он. Не знаю. Илма. Или это не он брал интервью. Короче, он у этого... Он у Интайма, как он там, Энтропия Тайм, он, по-моему, приходил к нему на стрим на Твиче. Потом английский шпарит. Потому что я видел, как он кому-то на стриме отвечал на английском языке. Hello guys, welcome to Next Island. Вот я так говорю, типа. Но он практически без акцента говорил на английском. Я офигел. Я говорю, вот бы мне такой английский язык. Говорила мне мама, блядь, с папой, учи английский, пригодится. Я говорил, нет, зачем мне английский, я русский. Типа, нахрен надо. Нахрен мне этот, блядь, опана, пардон. Я не знаю, Буренка, не помню, как его ник. Ну, короче, он Еви онлайн играет и редко энтропию фигачит. И вот он на английском шпарит неплохо. Поэтому еще раз говорю, повторяю, если бы на всех планетах сделали бы как на Рактропии, то все бы планеты бы жили бы нормально, новички особенно, они бы имели старт. Но они этого не делают, потому что везде процветает Свитхан. Ну, понятное дело, чтобы прокачать Свитхан тоже, как для разнообразия, там месяц-другой можно там постоять, посвитить в кругу друзей. В этот момент вы можете заниматься другим делом, фильм посмотреть, пообщаться с семьей. Это как бы он время экономит, как крафт. Поставил там на свит, отошел, поставил на свит, отошел, это другое дело. Но когда ты, блядь, годами свитишь, это просто жопа. И ты не можешь пойти даже похантить, а потом ты продал, и у тебя... Ты свитил полгода-год, а похантил час, ну это какой-то бред. В смысле фигню несу? Какую фигню? Кто? Где? Я фигню несу? О чем речь? Не могу понять. Пожалуйста, ребята, не говорите обрывками фраз. Я не понимаю обрывки фраз. Я, может быть, тупой, но мне нужно, когда человек говорит, ну, чтобы он мысли излагал. Я тоже, бываю, грешу этим. Я фигню несу? Какую фигню я несу? Я не могу нести фигни. Я ничего не несу, у меня в руках пусто. Почему? Если на каждой планете сделать, то было как на Рактропии, то новичкам будет легче. Не нужно летать всем на Рактропию будет. Плюс кодексы. И у новичков будет старт. Убер все равно же не пойдет хантить, правильно? Мелочь. А для новичков там можно полгода, год, 2 года побыть. Поднять стартовый капитал, если кто-то не может постоянно донатить. Это не бред. Все заковырка в скиллах. Пока нужные скиллы не прокачаешь, будет минус. Это не бред, это не бред, все заковырка в скиллах. В смысле? А, вот. Ты про бота говоришь? А, он гонит, надо его просто настроить, потому чтобы он не так часто писал. Ну, навыки качать, да, навыки качать долго.
А чтобы качать навыки, можно не качать навыки, можно купить навыки. Но нужны деньги, правильно? Вы или жертвуете своими деньгами, или жертвуете своим временем. Больше ответов нет. Время – деньги. Время – деньги. По-другому никак. Или купили скиллы, вкачали. Хорошо, ты купил скиллы, вкачал. А как ты пойдешь в плюс без денег? Нужны же деньги же еще на прокрутку. Смотри, ты купил магазин. Ты его оборудовал всем холодильниками, охранной сигнализацией, видеокамерами. Поставил продавца за прилавок. Сейчас находится под наблюдением страж бота, да. Без плитки туда, пожалуйста, еще. Отслеживайте меня на ВК Play. Ну и что? У тебя сейчас скиллов хватает на АХ почти не будет минуса, а вот ТТ пистолет уже минус. Как это у меня не хватает скиллов? ТТ он уже 0 требует. Здесь же не нужны левелы, 0. Лол. Какой минус? Это же лазерный пистолет, правильно? Просто он больше жрет немножко и все. А здесь все минус. Плюс это когда ты задонатишь, допустим, 50 тысяч зелени. Купишь себе все самое необходимое, вольешь себе скиллы и пойдешь хантить птичек, тогда ты будешь в плюсе. Не, ну а какой минус? О каком минусе можете речь? Почему у меня скиллов? У меня скиллов хватает прекрасно. Лазер 39, а я стреляю ТТшным пистолетом. Почему не так? Что вам не нравится, сударь? Наш великолепный господин Маньякович. Маньяковичу что-то не нравится. Он злобен. Смотри, этим пистолетом, допустим, да, я могу открутить 170 пет, и он у меня сломается. А этим я откручиваю 8 пет, 9 пет, и он у меня ломается, я бегу покупать опять на 3,5 педа. Так где у меня минус? Не, ну смотря, да, ты можешь 100 баксов залить и идти бить виксенов, пожалуйста, лет 5. Потом или сойдешь с ума, или психушку отправят, одно из двух. Будешь так все время делать. Вот так будешь делать. Вот так будешь делать. Почему сказки? Посмотри, чувак взял за месяц 100 уровень. Ясуки. Он залил 50 или 40 тысяч долларов, купил броню, залил в себя скиллы и пошел долбить птичек. Почему сказки? Ну, у него, наверное, деньги просто есть и все. Он пошел, начал бить их. И взял нормально, неплохо. Так что, ребятульки, субтитры у нас будут на ютубке. А я после стрима все-таки настрою OBS-новские. Проверю, работает ли там бесплатная тема. Если все-таки она будет не работать, я попробую скачать еще одну возможность захвата субтитров. То есть я разговариваю, там где-то переводит у меня, и у меня на нижней полосе идет перевод в OBS захват экрана. Тоже такая тема возможна. Я ее просифоню и сделаем с вами. Виксены до 100 уровня игроков, а не нубов. Чего? Виксены до 100 уровня игроков для 100 уровня? Кто тебе сказал такую чушь? Зачем? Почему? Для чего? Их можно бить АТшным пистолетом. Они же мелкие. Зачем 100 уровню бить Виксена, который там имеет 10 хп? Непонятно. А, ну типа ты имеешь в виду 100 уровень кого нужен? Лутера ты имеешь в виду? Или оружие? Лутера может быть, да, чтобы можно было с них гриндить как бы, ну, более четко. Все, что у них там есть. Подноготное, так сказать. Это имеешь в виду? Оружие 100 уровень нужно? Для чего? А почему, допустим, им такое не пойдет оружие?
Какая разница? Почему такое не пойдет для оружия для Виксена? Прекрасно же ходит оружие Виксена. Короче, у маньяка какое-то иное мнение о Викса, потому что я других бью со 100% отдачей, а их нет. Стоп. Подожди, стой. Еще раз. Оружие нужно 100 уровня, чтобы бить Виксенов. Нужен Мейх. Азура за 3 токена. Это понятно. Ваш. Сказки все это пишет Кваша. Сейчас начнутся срач. Скиллы нужны. Оружие нужно 100 уровня. Теперь скиллы нужны 100 уровня. А для чего? Для чего тебе нужны? Виксены у оружия 100 уровня нужно бить, что я бью со 100% отдачей, а их нет. Нет чего? Нет чего, я не могу понять. Отдачи нету, да? Так, нету здесь никогда ты не... Да, ты никогда здесь, я думаю, не получишь 100% отдачу. Даже если ты будешь миллионным лутером. 7% влияет. 7% влияет качество лута. 100% лутер это, по-моему, 7% отдачи лутера. Или я не прав? Хилман, подскажи, пожалуйста, эти нюансы. Я не особо в них разбираюсь. Если ты прокачал 100% Animal, и ты бьешь обезьянку 100% пушкой со 100% лутером, что будет? 7% от лутера идет, да? Чтобы отдача нормальная была. Да нет такой отдачи здесь, никогда не было 100%. Ну, хер его знает, у уберов, может, каких-то есть там 100% или 101. И то сомневаюсь. 95, 96, 97, 98. Под таблетками там может 99. А так чисто в ноль выходить, ну ты маркапом же выходишь в ноль. Все, мы закончили, ребятульки, мы получили. Все, идем теперь на кабанчиков. One, two. У тебя нет такой дачи, а у тебя есть? А ты кого стреляешь? Подожди. Давай так, маньяк. У тебя вот здесь вот сколько написано лазер снайпер хит? 100? Нет, ты мне скажи, пожалуйста, сколько у тебя здесь? Сколько у тебя здесь профессионал? Лазер снайпер хит сколько? Сколько у тебя здесь? Скажи, пожалуйста. Только честно. 100 у тебя здесь? Скажи, сколько у тебя, ты можешь сказать, сколько у тебя лазер снайпер хит? 100 уровень или нет? Или какой-то там 50, 60, 70 или 30. Если у тебя здесь 100 уровень и 100 пушка, да. Если у тебя здесь 30 уровень и 100 пушка, то нет. То у тебя не будет работать пушка. Если у тебя нет хита на 100 уровень, все упирается вот сюда. Все упирается вот сюда, видишь, здесь должно быть 100-100. А какая разница? Извини меня. Какая разница, какой лазер? Это скилл для использования оружия, а не отдачи. Вот ты попался. Лол. Ну понятно, что это все влияет. Я уже взял, по-моему, да? Да, я уже взял борст. Надо все, я уже взял квестик. Какая разница, какой лазер? Это скилл. Я у уберов спрашивал, могу ли я использовать пистолет карму? Допустим, если у меня нет. Они говорят, у тебя есть 100 лазер? Я говорю, нет. Тогда, говорит, ты будешь хантить в минус. Я говорю, почему? Потому что у тебя нет, говорит. Ну, видишь, ты сам сказал, какая разница. И скилл для использования оружия, да. Но все равно это влияет на отдачу, по-моему. Разве не влияет на отдачу, ты хочешь сказать? То есть, если... Тогда почему не стоит так дешево? Лазер... То есть,
Сейчас, стой, давай так, я спрошу Диса. Смотри еще, я сейчас пишу Уберу, смотри. Привет, Дис. Помнишь, я про карму? Историю. Ты говорил, если нет 100 лазера, то в минус танк. Почему? Смотри, если он ответит. Сейчас посмотрим, будет он отвечать или нет. А мы пока похантим дальше. Если вы не умеете торговать, а только хантить, вы всегда будете в минус играть. Мне это тоже понятно. Это да. А то ты выбил какую-нибудь штуку, которая маркапна, а ты взял ее в ТТ, слил и дальше пошел играть. То есть ты нубас. Плюс, если ты не умеешь хранить определенные виды лута и продавать его на пике, а не на спаде, тоже. Ну, здесь очень много нюансов. Говорить об этом можно бесконечно долго. Но это нужно всегда держать в голове, эту информацию. Любому дураку дай пистолет, он пойдет стрелять. А что с этим лутом делать? Как влияет? Вот сейчас, допустим, я вот стреляю, да, и по дурости своей, допустим, я клыки кидаю, а через полгода эти клыки будут не 112, блядь, а 130-150. Запросто. Я же этого не знаю. Может и такое быть. То есть, если ты стреляешь лазером, который у тебя, допустим, 30-й, а ты взял оружие сотого, то ты не сможешь на 100% эффективно пользоваться этим оружием, понимаешь? А если ты не можешь эффективно пользоваться этим оружием, то получается ты будешь в минус стрелять. Или я тупой, блядь, или я не знаю. Сейчас посмотрим, что ответит. На Твиче девчонка-американка хантит со 100% отдачей, играет меньше года. Донат 75 баксов, только платину купила. О. Так, еще один, сука, звук нафиг. Я вырубаю стрим и иду разбираться. Так, пошел гулять. На Твиче девчонка хантит. Кого она хантит, скажи, пожалуйста. Короче, ребята, убираем нулевую эффективность, берем карма киллер за 100 пед, хрен с этим оружием, там, которое за миллионы педов стоит, Мэйхем вообще сразу можете исключать из жизни, берем 100% карма киллер и играем в плюс со 100% отдачей. Кого она хантит? Ага, хантит она кого может по уровню. Например, а сколько она делает выстрелов, чтобы убить моба? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну приблизительно, сколько приблизительно? Вот ты вот смотрел, ты говоришь, сколько она делает выстрелов в моба? Приблизительно. Сколько она выстрелов приблизительно стреляет? Сейчас смотри, что здесь начнется. Сейчас посмотрим. Да пофиг на выстрелы. Ебать его на... Бах, с одного выстрела снял передамаг, побежал. Я в соточке. Красавелла. Лоу. Слушай, если бы так было бы все просто, получается я, сука, блядь, лох педальный, сука. Ты, блядь, закрыли. Лох педальный, получается я. То я, блядь, 400 баксов влил, сука, а и пашу каких-то
нубиноидов с какой-то анлимкой и сижу, блядь, болт сосу, блядь, получается здесь, да? А там какая-то, блин, пришла, 70 баксов, сука, залила, и давай, короче, пилить бабосы со стопроцентной пушкой, да? Да, слушай, ну так было бы легко, все были бы здесь миллионерами. Тогда бы Карма Киллер бы не стоил бы 200-100 пет, а он бы стоил бы 10 тысяч пет или 50 тысяч пет. Ну сам подумай. Меня понял? Так, я теперь буду, Марк, уже с тобой по-другому разговаривать с помощью языка боли. Ты меня достал. Предупредила, ой, кто это просто... Ну, у одного ноутбук есть, у другого нет. Мама это умеет, у нее уже была практика. Нет, почему на выстрелы пофиг? Минимум хотя бы 3-4 выстрела надо, чтобы сделать. Это минимум надо сделать, чтобы не было передамага. Короче, тут тема такая. Оказывается, лазер не влияет уровень на отдачу, а лишь на пушку. То есть можно купить пистоль сотовый левел и 100% отдачу его. Так? Сейчас смотри, что будет. Сейчас начнется жора. Не, ну понятно, что плевать больше шрапа. Но это передамаг, блядь, был бы здесь сверхзло. Он бы тебя наказал бы. То есть ты утверждаешь, что лазер, вот эта вот херня чисто, она не влияет ни на что, только как бы, чтобы можно было пушку одеть, да? То есть, что сейчас нужно сделать мне? Мне сейчас нужно залить скиллы на лазер соты, правильно? Чтоб я сейчас выпил сотый лазер, купил карму киллер, пистолетик сотый, и пошел стрелять по уровню моба своего, и у меня будет стопроцентная отдача. Так или не так, скажи. Но при этом у меня лутера нету энимала сотого. Или энимал лутер мне тоже нужен 100%, чтобы у меня начала отдача 100. Я не понимаю, вот это вот объясни, пожалуйста, нюанс. Ты напиши просто аккуратно, грамотно, как нужно все. А я потом просто это озвучу. Просто ты находишься на ВК-плее, а люди смотрят на Твиче, просто не могут понять. Я просто не вижу, видят ли твои сообщения. Я там вроде чат включил, но там, по-моему, только чат, извините, Ютуба и Твича работает. Ребята, кто на Твиче, пожалуйста. Нет, не будет. Так, а почему не будет? Видишь, нет штрафа у тебя, говорит, как это в смысле? Нет штрафа, говорит, за несоответствие уровня. То есть ты имеешь 30 лазер. Вот как вот девочка, допустим, взят, да? Девочка, ты говоришь, год она играет в 100% отдачу. Залила она. У тебя нет скиллов всех. Каких всех, например? Какие скиллы? О каких речь ты ведешь скиллах? О каких скиллах? Ты мне объясни. Ты говоришь, девочка пришла, 75 баксов влила, купила платину, и она хантит в плюс. Каким образом? У нее что? Лазер снайперский 100? Нет. Она влила себе скиллы? Нет. Но она играет, ты говоришь, в плюс. Ну, давай вот будем разбираться. Каким образом? Ты думаешь, она играет в плюс. Как это? Как ты это понял, что она играет в плюс? Ты за ней следил, общался? Или как? Или как это ты вычислил? Не, ну просто интересно. Хотя бы давай не плюс, хотя бы в ноль. Каким образом? Человек, который меньше года, взял сотый лазер, и он играет в плюс. Она что, вкачала Animal Looter в скиллы? 100 баксов за инфу? О, вот это уже развод пошел. Все ясно. Следующий. Все ясно. Когда бы здесь уберов бы не было бы. Все бы стреляли бы с ТТ-шных пистолетов бы, ну, тогда бы карма киллера бы стоила бы 50 тысяч пет. Если бы такое было бы. Но почему она не стоит этого? Или просто тупо здесь цены завышены. Я с одним убером общался, он говорит, что у меня формула есть одна. Если я бы это опубликовал бы, то все бы цены бы на хай эти пушки давно бы уже рухнули. И то, что там они пишут про эти пушки, все это, говорит, типа не соответствует действительности. Типа то, что там эффективность влияет, полная, говорит, херня. Говорит, я тестил, говорит, все эти пушки.
несколько месяцев подряд и делал специальный график, вывел. Это, говорит, чушь, говорит, собачья. Но я, говорит, этого делать не буду. Не хочу, говорит, типа, портить рынок тем, кто, говорит, здесь, типа, зарабатывает. А то, говорит, меня потом еще, говорит, забанят за это. Я просто останусь, говорит, при своем мнении и все. Но это реально у меня был такой разговор с человеком. Но это было не на стриме. Что мне вот 100 баксов даст? То, что я буду играть плюс Карма Киллер? А если не буду? Ты мне вернешь деньги или что? Ну да, насосал, пострелял. То есть девочка пришла, наверное, какая-нибудь племянница от бывшего сотрудника Миндарка, и просто тупо ей подкрутили донат, как бы все, она заплатила типа, и нормалек, и плюс, а все думают, блядь, Карма Киллер, беру, покупаю, сам что-то в минус лечу. Да нет, ну какие скиллы игры здесь прокачаны должны быть? Ну, по-любому, если ты бьешь животное, то это Animal. Если ты бьешь, допустим, робота, это робот-лутер, ну и так далее. Ну, понятно, с Enhancer это тоже, знаешь, удовольствие не из дешевых, дорогой мой, да? Смотри, Enhancerы тоже, они ломаются. Видишь, у меня было 10, стало 5. Они стоят тоже копеечку. Посмотри, как они взлетели в цене. Потому что миграция, смотрите, как пошла миграция, да? Смотрите, как все было ровно. Можно было закупить с энхансерами, да, по 500 пет. Да? Вот здесь вот вы закупились за 420 пет, вы закупились, допустим, 100 или 500 энхансеров, допустим, первого, второго уровня. Как миграция пошла, оп, и вы уже в плюсе почти, ну, на 50, сколько там, почти там процентов больше. Ну, вот сами видите, как она растет. Энхансеры тоже, ну, удовольствие не из дешевых, так сказать. Энхансеры нужно тоже быть на крит, чтобы улучшать. Здесь очень много нюансов. Один энх 10 пет плюс дает. Что значит один энх? То есть, тогда получается на слом. То есть, пока, как поговорится, ты не получишь с энха 10 пет, то типа он не сломается. Так, что ли, ты имеешь в виду? Или как? Ну просто я очень много бил девочек вот этой пушкой. Я бил этой девочкой очень много. Вот. И почему-то у меня третий сломался, только 2 штуки сломалось. А я их убил 70 тысяч почти. Нет, 70 тысяч девок убил. 50 тысяч, 20 тысяч я убил. У меня только 2 штуки сломалось. Другого 5 штук сломалось. Я не понимаю, как это работает, ребята. Последний. То есть получается, лазер на меня не влияет. Я могу даже не имея 100-й лазер, я могу взять, допустим, да, не имея 100-й лазер, да, как по твоим словам, я могу взять пушку 100-го уровня и стрелять, но она мне будет не по скиллам в плане лазера. Так-то я могу ее использовать там на дамаг, на всякое такое. Она будет мне типа не по скиллам, то что у нее не 100-й левел. Но, говоришь, на отдачу типа это не влияет. Интересное кино. Девочки 100 нужно на других мобах. Для девочек нужно 100. Что нужно 100? 100 уровень пушки ты имеешь в виду? А где ты видел пистолет, который имеет 2 выстрела 100 уровня? Есть такой пистолет? Ты где-нибудь видел пистолет 100 уровня с 2 уронами или с 3 уронами? Ну, есть такой пистолет? Скажите, пожалуйста, please tell me, есть М200 2000. Что это за пистолет? Сколько он стоит? И что, если я буду девочек бить не ТТшным пистолетом, а 100 уровня пистолетом, и получается
Мне будет там не 2 шестеренки падать, а 4 или 5, типа того, что ли, или как? Я не понимаю. Илман, что он имеет в виду? Объясни, пожалуйста. Или я тупел? Сейчас, секундочку. Так, по работе посмотрю кое-что. Разработать логотип для игры. Визуальная новелла. Понятно. Подарочный с Next первые 2 уровня. Значит, подарочный с Next. А он что, анлимный? То есть уберы идиоты, то, что они покупают огромные мечи анлимные там, а так они могли взять обычный самый дешевый болванчик этого уровня и все время быть в плюсе. Короче, даже никто бы не донатил бы, и энтропия бы через месяц бы загнулась бы. Баланс ниже 10 тысяч, у него все это доводы, без обид. Зная профит, был бы он в плюсе. Но он говорит, что он в плюс играет. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Нет, эксперименты, ребята, эксперимент, это всегда good game. Всегда круто, когда вы экспериментируете. Нет, а пистолет подарочный на Next, это где его взять? Как это понять, подарочный? Дайте мне, пожалуйста, пистолет. Он анлимный или нет? Все это, конечно, интересно. Все это, конечно, забавно. Все упирается в элементарную математику, к сожалению, в наше время. Но, с одной стороны, конечно, обидно, а с другой стороны, очень радуюсь я, что в этом теле моя душа вечно находиться не будет. Оно болеет, стареет, дряхлеет, умирает. А вот душа может получить новое, нетленное тело. А вот это будет профит. И никакие вам педы и хофы уже будут не нужны, потому что вы сами будете ходячий хоф вечно. Если баланс стабильный у него рос бы, да, профит всегда там, где что-то вводят. Ссылки нет. Ну ты мне в личку напиши, пожалуйста. В личку как-то можно писать. Подожди. Сейчас, секундочку, дорогой. Так, раз, два. Сейчас, подождите. Сейчас я зайду. Жарко мне просто. Мне очень жарко. Я хочу... Ой, так. Вот. А я тебе написал в личку. Напиши мне ссылочку и все. А я потом сам закину. Если получится. Изначально был лимит, но после переделали в анлим. А где его взять? Сколько он стоит? А, всем давали, а как его купить? Я бы купил бы просто, я бы купил бы, если бы он стоил бы недорого, ради прикола бы чисто проверить на, ну, на стриме хотя бы просто посмотреть, правда это. Но он скажет, у тебя же нет, маньяк Маньякович, ты же как скажешь, у тебя же нету этого, правильно? Скиллов нету, поэтому ты лох, и то, что ты купил, ты тоже вдвойне лох. И поэтому сиди дальше там, лупи своим ТТшным пистолетом и иди в минус. Кусок говна, да? Типа того. Ну а по-другому никак. Какие-то скиллы должны быть. Скиллы. Ну понятно, что 7%, 100% лутера, это 7% влияет на отдачу. Но значит, может быть, какие-то таблетки еще влияют на отдачу. Энхансеры, может, там плюс какие-то там, да, еще. А много здесь всего влияет. Какие-то... Все влияет, короче, все. Вот смотри, ничего, что ты только 80% от номинального дамага будешь делать, а выстрел будет стоить как 100%. Видишь, что пишет Дис? Видишь, что он написал? Смотрите. Еще раз, маньяк, слушай, вот что он пишет. Или ты видишь? Ничего, что ты только 80 от номинального дамага будешь делать, а выстрел будешь стоить как 100%. Ну...
Ну, она, наверное, какая-то, все-таки, она, думаю, она какие-то скиллы влила в себя. Не может быть, что она играет в плюс, девочка, полгода-год. Посмотри, когда она стримить будет. Давайте эту девочку мы просифоним, я продублирую на Twitch. Будем за ней следить. А, ну мы можем посмотреть, в принципе, ее. Девочка какая-то месяц играет, и она играет в плюс. Ну ладно, мы потом посмотрим. Спасибо за ссылочку. Я ее по моих закладок закину, а после стрима я проанализирую. Даже, может, видосы ее скачаю, закину на спец... ну, чтобы перевести, попробовать видосы, чтобы субтитры у нее были. Если, конечно, субтитров не будет, то это будет полная жопа. Там ни проги, нифига нету. Коша, ты на голяс видишь стопроцентную отдачу. Нет, ну фиг его знает. Я говорю, это может быть какая-то внучка или дочка там, или невестка. Ее просто подкрутили и все. А мы тут... И все, идите дальше, лохи. Ну вот, видишь, буст от админов запросто, чтобы рекламить, запросто. Может быть, какой-то договорняк идет, скрытый. Никто этого не узнает. Ну вот так вот меня админы купят, вы даже не узнаете, а я буду в плюс играть. И буду говорить, блядь, какая все херня, какая все лажа. А мне просто будет капать каждый месяц, да, там по 1000 евро и все. Но это я не знаю, это всякое может быть, понимаете? Никто этого не узнает. Поэтому мы осуждаем всякую ложь. Там старые записи. Она с прогой срымит. Срымит. Мы будем срымить. Мы тоже будем срымить. Короче, ребятульки, не убегайте, потому что я попробую для иностранцев, кто подписан, если есть такие. Welcome to everybody, my stream, my DJ Valonis. Делать для вас subtitles. English subtitles. Я только посмотрел. Я сейчас отключу эти субтитры, потому что они не нужны у меня. Я вчера как-то их заюзал. Дурак. Сейчас я зайду в историю, как-то их по-дурацки сделал, надо мне их отрубить сейчас, потому что они не нужны, они платные, заразы. Они платные, 500 рублей в день я не могу платить. Так. Сейчас я посмотрю, секундочку. One second, please. Пока вы там пообщаетесь. Сейчас я здесь кое-что сделаю, буквально one second. Так. Так, мы продолжаем делать квестик потихонечку на жирных мобах. Они прикольные, интересные. Здесь почему я делаю, потом еще, может, драконов пойдем побить, но я не знаю. Да, ну нах, 500 в день, учите языки, какие надо сами. 500 рублей в день. Не-не-не-не, ребятульки. Я постараюсь сделать субтитры, постараюсь сделать так, чтобы у меня просто был захват и все. Я постараюсь сделать, просто очень жарко сейчас, ребята. У меня 64 градуса видеокарточка, ну я так просто сделаю. Так бы она бы все 80 выкипела бы. Так что все нормально. Сейчас просто я сделал вчера. Вот. Closet Happiness. Сейчас я Dashboard. Сейчас я открою у себя и выключу ее у себя. Я сейчас выключу эту штуку, она мне не нужна. Она деньги просит, 500 рублей просит она у меня в день, чтобы я платил. Я не знаю, как они умудряются играть в плюс. Я 400 баксов влил, так я должен быть уже убером, получается. А нет. Хорошо, смотрите, ребята. А если, допустим, 100 уровень пушки и 100 уровень лутера, но у тебя нету лазера сотового, как играть в плюс, я не знаю. Да, и вообще-то... Так, это не то. Так, секундочку. Expedition Developments. Видеотрансляция, разработчики. Сейчас видеостудия. Справочный центр. Stream Capture. Расширение Twitch. Вот. Сейчас уже близко.
скрытые субтитры, потоки, перенаправление приложения. Мне нужно как-то это выключить у себя. У себя на доске мне нужно это выключить. В мои расширения. А, все, выключаю. Есть, выключил оверлей. Сейчас я сделаю удалить. Не нужно он мне. Все, удалили. Слава богу. Меня съели, дид. Залей скиллов нужных будешь в ноль играть. Но они дорогие, ребятульки, как я залью? Ну не могу, у меня денег нету, я не работаю, я 12 тысяч плачу за квартиру, платит у меня жена. Какие деньги я скиллы, я бы с удовольствием залил бы, но у меня донатов никаких нету. Меня за 2 года стрима, мне только вон Килман 500 рублей кинул, самый большой донат, все. Больше никто ничего, а как мне подниматься? Я хочу на работу устроиться, не получается. Ребятульки, давайте сделаем перерыв. Я сейчас этот вентилятор поставлю, мне дышать здесь нечем. 100 баксов инфа или смотреть Twitch. Что мне там Twitch смотреть? Ну, давай так, смотри. Ты мне пишешь в личку, чтобы никто не знал. Смотри, про это. Если это я проверяю, если это возможно, действительно так, я тебе найду 10 тысяч рублей, я тебе отстегну, если это будет действительно так. Но если это не будет работать, то ничего не получишь. Но я сперва сам должен это проверить, убедиться, как это. Но если у меня не будет возможности это проверить, как это проверю? Я никому не скажу, потому что это будет чисто между нами информация. Я просто проверю, работает она или нет. Если она работает, я деньги тебе дам, а потом ты уже будешь хочешь сам опять продавать эту информацию или нет. Но я буду проверять, допустим, на определенном количестве времени, допустим, месяц-два мне нужно будет, чтобы это протестить. Но а как я это могу протестить, если ты говоришь, нужно скиллы мне влить? А как я скиллы волью? Это же денег стоит, правильно? А я деньги донатить официально сейчас пока только через VPN. Если там, конечно, это будет не так дорого, тогда я смогу это сделать. Если у меня глаза вот такие вот станут, типа, блядь, это действительно работает, я частями тебе потихоньку, я тебе эти 100 баксов я тебе отдам. 5 дней назад было 45, сейчас почти 90. 5 дней назад было 5 долларов, но у меня 5 дней назад было 0, а сейчас почти 10 тысяч рублей. Это, ну, это в реальности так. Если сейчас мне предоплату кинуть, ну не 10 тысяч будет там пополам с девочкой почти. Я не знаю. Нет пед на энхи. То есть ты хочешь сказать, что все упирается в энхансеры, как ни крути? А на какие именно энхансеры? На крит, правильно? Чтобы ты лут был вкуснее, тебе нужны энхансеры на дамаг. Я 500 пет купил скиллы, чтобы так было. Ага, всего лишь на 500 пет скиллы ты купил. Чтобы так было, ты купил скиллы на 500 пет. Ну, в принципе, 500 пет это не так много. Так что, в принципе, я могу это сделать, чтобы проверить. Но как проверить? Я тебе дам деньги, ты мне скажешь, купи это, я куплю, начну стрелять, и буду идти все, даже с энхансерами в минус. И ты скажешь, ну, значит, у тебя что-то не так, или просто игра тебе подкручивает. А денежку ты мне дай, да? Нет, вот. Не-не-не-нет, ребятульки, стоп. Вот маньяк Маньякович интересно рассуждает. Пофиг, сколько ты выстрелил. Давайте будем так стрелять в моба, смотрите. Бах, моба нету. 100% отдача. Но как, ты же затрачиваешь определенные ресурсы, правильно, чтобы убить моба. Энхансеры есть на повышение урона. Энхансеры есть на повышение крита, шанса.
и на что-то там еще. А ты говоришь без разницы. Серк Зло, который 10 лет в игре, он говорит, что на крит повышает уровень лута. То есть ты на планете помимо Калипса, если ты будешь стрелять моба, у тебя лут будет больше, а шрапнель меньше. А ты говоришь без разницы. Не понимаю. То есть ты на 500 пет купил скилл, залил его в себя. Подожди, а ты же еще... ты уже как бы готово купил. За 500 пет влил в себя, и ты хантишь какого-то маленького моба и потихонечку растешь. То есть ты не светишь, а тупо идешь вверх. На крит стоит вешать, если в мобе есть 300-500% маркапа. Ну да, это вот как вот почему я вешаю. Допустим, лучше лучше правда. Тогда лучше уберу здесь энхансеры, потому что здесь такого нету. Поэтому я лучше оставлю их, приберегу, еще я добавлю, докуплю. Когда пойду добивать уже остаток на теточек, вот там я оставлю. Когда будут у меня тириться мои ТТшные пистолеты, тогда буду я их кидать. Но видишь, смотри, что Килман говорит, маньяк, что энхи нужны тогда, когда ты тратишь педы, видишь, криты, когда в мобе есть маркап. Крит энхи не такие требовательные, как дамаг и эконом. Крит энхи не такие требовательные, как на дамаг и эконом. Требовательные к чему? Требовательные к юзанию, требовательные к стиранию или к чему требовательные? Объясни, пожалуйста. Не, вот очень, очень интересно рассуждает человек. Он говорил, был 40 пет, сейчас 90 пет. Дай бог, если у него это получается, почему нет? Потому что каждый пытается найти свое. Вот мы, нубы, короче, у нас ни хера нету, но мы смеемся. Демаг нужен, чтобы тот же мы быстрее закрыть. Дамаг. Да, дамаг это то есть у тебя урон повышен, ну или крит, ты с критом просто быстрее убиваешь. Но смотри, если на Мейхиме, как Килман говорит, нету 300-500% маркапа скиллам. То есть у тебя денег нету, ты говоришь, на энхансер. Ну что, один энхансер там стоит же, в принципе, не так много. Ты же можешь один энхансер купить. Плюс, сколько тебе нужно энхансеров на пушке? 1, 2, 3. Просто чем выше, тем дороже. Сколько у тебя открыто на твоей пушке, которую ты хантишь? Сколько у тебя дырок? Или там одна дырка хватает тебе? Там, конечно, интересно, очень интересные персонажи. Очень интересные личности. Как великолепный господин Маньяк и Маньякович. Не, старые теории, весь прикол в скиллах. Вот то, что ты пишешь, я ничего не понимаю. Ты как-то выражаешься, как-то интересно, что или я тупел уже от энтропии или от всего. Не старой теории, весь прикол в скиллах. Нет старой теории, запятая, весь прикол в скиллах. Я понял, весь прикол в скиллах. Скилл дает 7% к отдаче. Именно если Animal Looter я имею в виду. А то, что ты имеешь в виду, я не понимаю. Ребята, пожалуйста, кто сидит сейчас 4 человека, пожалуйста, перейдите на Twitch. Потому что когда я стримлю Next Island, ваша поддержка на Твиче сейчас пока будет приветствоваться. Пока нету никаких событий на ВК Play. На ВК Play можно смотреть в записи там всякие киберпанки, там фарлайты и всякое такое по мелочи. Пожалуйста, на Twitch переходите, там больше общения, и ваши сообщения будут видны всем, кто находится на Ютубе и на ВК Play в том числе. Не строй теорий. Я слышал, что старый ТТ-пистолет калибр плюс по ТТ стрелял. Да, и у меня был, я им долго хантил пуней, как бы я особо в минус не уходил.
А, Twitch тормозит, а ты просто сделай картинку маленькую, и все. Нельзя картинку маленькую сделать? Неужели нельзя? А ну-ка давайте проверим. Блин, обидно. А как интересно сделать картинку меньше? Качество источника. Ребята, подскажите мне сделать, чтобы я мог, у меня качество картинки было не только 1000, а чтобы я можно, вот, допустим, как дед стримит, да, у него, допустим, я могу делать 160 качества, 300 качества, а у меня почему-то такого нету. Как это так сделать? Скажите, пожалуйста, кто знает. Twitch тормозит. Не, ну ладно, если ты нашел, дай бог. Но ты лучше никому не говори, правда. Не, я-то отвечаю за себя, то, что я никому не скажу, но как я могу залить то, не знаю что, попробовать вне стрима пострелять и посмотреть, действительно ли это работает, а тогда уже просто я буду выделять заработанные в реале средства, и твои 100 баксов я тебе по частям могу перечислить. То есть это действительно будет работать, но я никому не скажу, и это, на стриме у меня этого не будет в плане информации. Это будет только из твоих уст, потому что твоя личная информация, я перед всеми заявляю, вон даже на ютубе это будет видно, то я ни с кем делиться не буду, если сам, пока ты сам этого не разрешишь, или там только за бабки. Но это уже, как говорится, в твоих интересах. Если тебе нужны деньги, поделись, но если ты вне стрима, конечно, в личку напишешь, я стрим выключу, проверим, можем через Discord зайти. Ты можешь даже не делиться, а можешь мне просто сам показать свои деяния через Discord. Если я увижу то, что я увижу, как это работает, то даже мне не нужно будет скиллов заливать. Я просто частями тебе за информацию отдам деньги. Но не сразу, потому что у меня сейчас пока нет возможности. Я сейчас в минус даже по интернету сижу. У меня получит жена зарплату 10 числа. Она там тоже на испытательном сроке. Ну, если я там заработаю, я тогда просто не задоначу сюда 30 баксов, я тебе сделаю. На Кали будешь, скажу, а зачем? Я на Кали долго еще не буду. Сейчас я буду лететь туда, час тратить. Зачем, когда есть Discord? Через Discord я записывать ничего не буду, я отвечаю, я вам перед всеми говорю, я человек честный, я никого не обманываю. Мое слово, как говорится, слово чести, честность. И это я не приветствую обманы всякие там или скрытые там махинации. Ты просто можешь через Discord показать, что действительно ты. Просто экран, демонстрацию сделаешь, мы посмотрим, закроемся и все, и потом просто карточку номер дашь. И туда я тебе потом потихонечку буду капать тебе и все. Если действительно это... Но только, чтобы ты не обманул меня, а то ты покажешь, может быть, половину, а потом скажешь, гуляй, Вася, сам допедривай. А я скажу, блин, вот меня наебали даже здесь, в игре. Не, но если ты все сказал, все это работает реально, то, допустим, может быть, даже тебе в игре как бы дам деньги на энхансеры и работает дальше, как говорится. Мне не жалко, как говорится, если действительно работает, почему нет? Нет, я понимаю, энхансеры, они увеличивают и шансы, энхансеры увеличивают твою силу. Ну не просто же так тоже энхансеры сделаны. Просто мне самое интересное, сколько энхансеров ячеек нужно, понимаешь? Если ты мне скажешь, сейчас тебе пушка за 100 пет бери, ну открой 10 ячеек энхансеров и туда влупить. Я понимаю, что с распадом этих энхансеров ты будешь хантить в плюс, потому что чем больше у тебя энхансеров в твоей пушке находится, допустим, по 10 штук или по 20 штук в каждой ячейке, и они же каждый раз будут стираться при... И поэтому система будет тебе выдавать, компенсируя твои затраты. Ну, может быть так. А где скиллы возьмешь? У меня же деньги есть, 3300 пет. Я залью себе скиллов. Но я пока не буду заливать. Я хочу просто пока убедиться, работает это или нет. Я могу, допустим, вот 50 пет, 500 пет тебе дать, но если не забанят, ну там как-нибудь договориться за information. А 500 пет я залью скиллов. Хер с ним там с этими 1000 педов, блин. Я потом залью обратно их. Ну, деньги в игру через VPN. А если все в энхансеры, то тебе нужен крафт начать качать. Потихоньку качай крафт. Маркап энхансеров-то считаем. Вот это вот он не понимает, человек. 500% маркапа. Маньяк Маньякович, а ты учитываешь маркап энхансеров твоих, дорогой мой?
Не, на стриме показывать не надо, а то потом все увидят, тебя пошлют и все. И ты останешься в минусе. Информация это дорогое, это, как сказать, информация это твой дорогой скилл, который ты можешь продавать. Передача только через аук, если что. Ну, без проблем. Почему? Можно через обмен. Просто, когда через обмен ты передаешь, допустим, деньги, допустим, шрапом, да? Допустим, ты у меня покупаешь шрап. Допустим, ты у меня покупаешь шрап за копейки, допустим, да, там буквально. Ты пишешь «спасибо за сделку». Если они будут проверять твою сделку, они увидят то, что ты написал, и я написали одновременно в локалку. Пробовал очень часто промахиваться, получается, и лут тот же. Пробовал. Очень часто промахиваться, получается, и лут тот же. Это пишет, походу, Аким. Смысл так, говорит, делать. Так, все, мы сделали 200 бордов. Куда идти? Туда надо идти, да? Все. Идем к Себастьяну. Давай. Ребята меня здесь на педы разводят, как плюс играть. Вот, видишь? Тут, короче, фишка в энхансерах и скиллах определенных. Ладно, там на типа на педы на энхансеры. А если ты сам их умеешь, да, делать, то тогда еще круче становится. Один энх, 10 пед прибыли. Киллман в ахуе там сидит, наверное. Он сейчас, сука, чешет репу, смотрит на свою Gold Rush и думает, сука, что с тобой делать? Так, Смайлер Папу. Кто такие Смайлеры Папу? Или Бигер Папу? Так, давайте мы еще вот этот вот квестик с вами запулякаем. Тирит на пятое, что с ней делать? Нет, ну понятно, если повезет, ты купишь пушку нубскую с тирейтом хорошим, да, сотого левела, закачаешь на 505 скиллов. Так, секундочку, ребята, я сейчас откланяюсь, мне что-то херово. Мне очень жарко. Сейчас я подойду, ребята. Подождите, пожалуйста. When I songwrite, I just write about things that are going on in my life currently. For this Subtact song, Want You, I met my boyfriend like 2 days prior to that, wrote a song about it. This Lost Sky Dreams is, I wrote about my dad. He recently passed away from cancer. The track just felt like it should be about that. It was a really emotional track and a really big track, and had to give my dad some of the spotlight. Wrote that in about 10 minutes because when I'm on a roll, I kind of just keep writing. But yeah, the song is really just about embracing imperfections, and because of your imperfections, that makes up who you are. And I wanted to kind of make self-confidence anthem to not only help myself, but help anybody. Я включу вентилятор и подойду. That really means something. So I've had a few fans message me on Instagram, basically just saying, I love this song. It really helped me through, you know, I was having a bad day, or it helped me through some difficult times. And it's surreal to me how just again like me writing lyrics can actually mentally help someone, and if I can keep doing that for as long as I can, that is ideal. Настя, сам подстирала, нет? Да, подстирала. What's next with me and NCS? I hope to continue the Отстирай. relationship that we have. It's been 4 years now, and it's been an honor to be part of the family. Maybe in 2 or 3 years. I would absolutely love to work with some of the Нас не догонят. family. Chris Linton,
О, ветерочек пошел. Сейчас. Early Bird is another one. William Black was great to work with, and I really hope to work with him again. And Arm & Hammer is a huge one for me too. So hopefully all these projects will be coming out within the next year or so. And I'm Так. Так, где-то здесь были Red Papu. Так, они мне нужны, интересно, Red Papu или нет? Сейчас проверим. Я уже хочу добить. Ага. Вот, трак. Оп. Оп. Так что тирить, что с ней делать, мыча нелегких путей. Понятно. Ну, тирить-то тоже, да. Но видишь, здесь... Так что, ребятулечки, интересную тему поднял у нас человечек. Один энхансер — это 10 пет прибыли. Да, это интересное кино. Так, а где здесь Red Папушки? Интересно, они еще бывают здесь? А, все, я понял, сейчас они будут. Сейчас попробуем их с этого потискать. Ну, это маньяк, ты мне должен этот... Ты у меня в это, кстати, где здесь... Какой у тебя... Это твой жених, да? Андрей Маньяк Руднев, правильно? Это ты же? Или нет? Правильно? Я знаю, как тебе можно поверить или проверить. Птички 0 уровень знаешь? Вот на них, как скажу, постреляешь, увидишь. Что за птички, ребята? А что за птички? Которые на Кирене находятся птички, я в них стрелял. Но ты МА не сможешь обмануть Миндарк, видишь? Но я не хочу птичек стрелять. Это долго, нудно. Я их уже 30 тысяч больше перестрелял. Но это не сейчас, это лучше в Discord, зачем Skype? Да, я думаю, что здесь все не так просто, как кажется, как он имеет в виду. Слишком как-то все очень непонятно, ребята. Как-то все очень непонятно. Как-то все очень непонятно. Ну, посмотрим. Кабанов по квесту убивал, там птички еще бегают. А, есть место, где только они на нексте. Ну да, такие маленькие птички нулевого уровня. Но, подожди, а зачем мне нулевой уровень нужен? Для чего? Чтобы твою теорию, что ли, проверить или что? Да я сейчас никак не проверю, у меня скиллов нету, пушки нету, сотового левела. Как я могу проверить? Так, где это мы? А, вон они. Так, это сейчас я уберу лучше. И поставлю пока стандартные штучки. Так, что у меня? Зинкаду стоит.
Так, а куда дел? Ага. Вот. Фрагментов набьешь. Но это все равно тема работать же не будет. Ты же говоришь, что нужно 100% чего-то. Типа ты говоришь, чтобы девочек бить, нужен 100% уровень. Почему ты так думаешь, что девочек нужно бить, нужен 100% уровень оружия? Это для чего он нужен? Чтобы выбивать пул или что? Объясни. Не, вот я не понимаю, что он имеет в виду. Для чего нужен для девочек 100% оружие? Я вот немножко не доходит для меня. Для чего девочкам 100% уровень? Что, шестеренки будут больше падать? Или что? Что дает 100%? Если у тебя лазер не 100%, а пушка 100%, то ты не сможешь же наносить полностью, правильно, 100%, как говорится, уровень максимально возможный. Нет, ты будешь там стрелять 70%, 80%. На них хватит на птичек. А что хватит? Так у него вообще ничего нет, смотри. У меня 0 требует, видишь? Your level recommended 0. А, типа если 0, хорошо, а для этих вот, для обезьянок, как ты проверишь, какой им уровень нужен? Скажешь, 5 что ли лазера нужен? Так что ли ты имеешь в виду? Я не понимаю эту тему. Джестер обычный 100%, или я тупел уже. На девочек скиллы нужны 100% уровня. Скиллы чего? Лазера? Вот этого лазера нужны скиллы. Лазер снайпер хит нужен 100 уровень. Зачем? Или лутера нужны 100%. Это лутер, это очень долго. Это пипец как долго. Или нет? Или не лазера и не лутера. Давай так, ты мне можешь писать сюда. Я могу не показывать твои сообщения просто и все. Ты будешь мне в личку писать. Но видишь, допустим, да. Сейчас я сделаю вот так и видно не будет, смотри. Вот сейчас же не видно, правильно? Сейчас не видно. Видишь, я сделал, ты можешь писать, я могу тебе отвечать. Ты не понимаешь просто, что нужно. У тебя каша в голове. Нет, но все качают лутера. Почему? Ну вот, сейчас никто не видит. Видишь, тебя ты можешь на стриме посмотреть. То, что никто не видит сообщения. Настя. Короче, если мне человек сейчас скажет, что нужно, но смотри, тот уровень нужен скилла, чтобы бить девочек, хорошо. А если я не хочу бить девочек, допустим, я, допустим, перешел на другого моба. Допустим, на другого моба перешел. Допустим, ну, взять не Эамона, а Неомексов, допустим. Ну вот, например, я взял Неомексов. Что делать? Вот я не взял Неомексов. На каждого моба определенный набор скиллов нужен. Если не хватает, то минус идет. На каждого моба идет набор скиллов. Как ты это понял? Смотря ту девочку? Или ты сам к этому пришел? Ну, понятно, что там комбат-рефлексы влияют, увороты, чтобы тебя быстро там не убили и так далее. Чтобы ты там не убивал его по 3 часа или не за 1 секунду. Вот видишь, ну, нюансов много здесь. Вот как это понять? Сколько скиллов влияет, вот по-твоему, сколько хотя бы количество скиллов? Андрей, вот сколько скиллов, сколько количество скиллов?
3 вида скиллов, 2 вида скиллов, допустим, Animal Looter, лазер, допустим, да? Или какой лутер? Как ты считаешь? Какой лучше идет? Давай колись. Сколько хотя бы количество? Допустим, вот возьмем Виксона. Сколько у него нужно? Минималка 10 лет. Я понял. Сколько всего разновидностей скиллов влияют? Они же у тебя же, видишь, они вроде растут-то приблизительно одинаково друг с другом. Видишь? Они практически особо на одном уровне находятся скиллы. Но ты говоришь, ты закинул 500 пет, чтобы выкачать один скилл какой-то. Но тебе, говорит, нужны энхансеры. То есть, как ни крути, упирается в энхансер. А энхансер это маркап, правильно? Который стоит нехило тогда, 400-500%. Как ты отобьешь этот маркап? Один, типа, энхансер это типа 10 пет чистой прибыли, ты говоришь, да, или как? Правильно я изъясняюсь? Короче, мы их будем очень долго бить, по-моему, да? Смотри, опа! Он не засчитал! А ну-ка еще раз давай. 27, 28. Вроде считает. На Виксонов по 1000 пет в определенных скиллах. Так, я лучше просто на 1000 пет этих крутану на них. Шестеренки возьму и продам по 380-400% маркап. И нахрен надо мне эти там скиллы вливать по 1000 пет. Тут сам подумай. И пушка у меня будет ТТшный пистоль, а не сотого уровня. И катись оно, гори оно огнем. Сейчас я буду 1000 пет кидать в скиллы, чтобы фармить Виксонова, блядь. Ну это пипец. Это великая скука тогда будет. Блин, Cycle Frontier закрывает. Ё-моё. Да, обидно, конечно. Такая графика приятная, необычная, планета там, но мобов очень мало, разновидностей. Плевалка, болталка и синенький, все. И ПВП. Скучно. Сколько же они времени потратили на создание всяких, разработку этих оружий, лута разновидного. Это просто пипец. Нужно было все рисовать. Даже здесь, посмотри, какие бамбуки красивые. А, Матуры здесь нельзя тоже бить, да? Получается, Матура не дает. Так, а вот Гвардиан даст. Поэтому их и не фармят уберы. Почему? Ты думаешь, у уберов нету 1000 пет на скиллы, чтобы залить? Я с ума сойду. Это бизнес, да. Бизнес на нашем времени. Будь он не ладен. Я не могу вернуть свое время, дорогое, каждую секунду, каждый день у меня отнимает это время моей жизни. Когда-то я закрою глаза и больше их не открою, а эта хрень будет висеть здесь, блин, и все. Просто бизнес, ничего личного. Выгоднее других фармить. В смысле, выгоднее фармить... Ой, блин, подожди. Выгоднее фармить не Виксонов, а других. То есть, допустим, можно фармить волков, ну и можно еще фармить там, люди бегают такие, типа со всякими дубинками, со всякими шмубинками. Вроде эти есть там еще такие, там у них какие-то кассеты падают по 300% вроде маркапа. Вроде так. А почему выгоднее фармить? Почему вот Серый Безло сказал, что лучше Виксонов фармить? Но он не говорил ни про какие скиллы. Ты имеешь в виду выгоднее фармить на Кали? Или все-таки на других планетах поприятнее? Короче, это очень долгий процесс, дорогие мои. Затянется, наверное, на часов 6.
А я еще хотел побить этих. Я тебе говорю, здесь очень много времени отнимать этот хан. Волков не потянешь. А тех людей потянешь. Не то, а если с ТТ-пистолетом? ТТ-пистолетом, если хкшку продать. ТТшным пистолетом-то можно потянуть? То есть, а как ты определяешь, что волков, допустим, человек не потянет, а людей потянет? Как ты это можешь определить? На основании чего? Где у тебя, как ты определяешь, вот что вот этого могу потянуть, а того не могу? В плане чего? В плане его ХП или в плане его уровня? Непонятно. Ребята, блядь, сейчас. Так. Я ТТ пистолет не тяну по скиллам, правильно? Сейчас. Объясни, пожалуйста, в каком месте я не тяну по скиллам ТТ пистолет? Где это написано? Где написано, что я не тяну? Лазер ДМГ 0. Левел, recommended левел 0, у меня 35. То есть, типа, я уже перерос этот левел и поэтому не тяну по скиллам или что? Смотри, hit ability 10 из 10. Critical hit ability 10 из 10. 26-4, 26-4 range метр. Ну, как бы дроби одинаковые. Как понять, я не тяну по скиллам? Не понимаю. Не понимаю, как это я не тяну по скиллам. Объясни, пожалуйста. Что значит я не тяну по скиллам его? Не могу понять. Где здесь написано про скиллы? Ты имеешь в виду вот этот вот, что ли? Skill increased bonus? Этот? You can gain additional skill increase when using tools that match your current skills. Так, давай смотрим здесь. То же самое. 0, 0-3, 0. Не понимаю. А где я не тяну по скиллам? У тебя не хватает комплекта скиллов на ТТ-пистолет. Как? О. Что там? Так. У тебя не хватает комплекта скиллов на ТТ-пистолет. Не понимаю. Где это написано? Покажи, пожалуйста. В каком месте написано? Где это написано у меня здесь? Где? Или тут я не найду этой информации? Я тут информации не найду? Или найду? Мне, говорит, не хватает комплекта скиллов. Это нигде не пишут. Если это нигде не пишут, то как ты это понял? Непонятно. Как ты к этому можешь прийти? Это ТТ-пистолет для новичков. И ты говоришь, что я не тяну. Как ты это понимаешь, если этого нигде не пишут? Как ты это обнаружил или как ты это понял? Не понимаю я. Вот, лазер-пистолет хит 32. Импрессик. Не понимаю. Короче, очень интересно, но ничего не понятно.
По возврату просто качал скиллы и смотрел, что нужно. Но возврат же не всегда будет один и тот же, понимаешь? Возврат бывает разный. Сегодня он такой, завтра он сякой. Сегодня он такой, завтра он такой. Это как-то... Это надо тестить, наверное, не на 5 педах, наверное, а на хотя бы на определенный период времени, где-нибудь прокрутить, наверное, может быть 50 пед, может быть прокрутить 100 пед на одном и том же мобе. Может прокрутить, тебе скажут, 10 тысяч пед, и тогда ты поймешь, какой возврат. А если ты прокрутил на 50, на 50 или 50 педов и сказал, бля, да у меня скиллов не хватает. Короче, Хилман, по-моему, я сошел с ума. Помогите. Это ты сам, что ли, пытался вычислить по возврату? Максимум 100 пет хватает, чтобы увидеть, да? И что ты решил, почему у меня ТТ не хватает скиллов? То есть какая-то табличка должна быть, что ли? Ой. Ого! Какой-то король. Это король Кинг. Ого! Нихера у меня не пашет. Помогите! Помогите! Оу! Оу! 10-й левел! Вот это да. Твои скиллы показывал, я их смотрел. И ты определил, что вот эти мои скиллы, блядь, мои скиллы не хватают для ТТ пистолета. Не хватает для ТТ пистолета мои скиллы. Странно. Я думал, там, по-моему, более чем хватает. А он говорит, не хватает. Пипец какой-то, ребятульки. Это какой-то король. 50 дамага наносит. Смотри, что творит. Умри! Так, ладно, пойдемте бить тогда. Ред Папу Слея. Это потом поделаем еще. А ты найди, какие не хватает и не нужно будет. А тут это надо лезть в энтропию Вики, в ТТ пистолет, смотреть его характеристики и смотреть, что на него влияет. А по-другому никак. Вот так берешь, копируешь, да? Вставляешь в интернет, вставляешь ля пистоль. Ну или я не знаю там, как там будет. Это надо разбираться. И просто смотреть, что требует ТТ пистолет у тебя. Так, у нас патронов нету.
Ой. Сейчас. Бам! Сейчас выйду. Это вот хороший маркап, только я не знаю, куда его девать, но он сюда не идет. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. Ничего личного, это бизнес. Together we can touch the stars. I know that we will see December. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now and then, through the cold and darkest days, the summer's calling. Блин, тут есть? Так, что? Вот и найди. Подсказку можешь найти на сайте, где покупаешь. Так, понял. Подсказку. Подсказка была сказкой. Мгм. Если не забуду. Посмотрю, потом отпишусь. Так. Ах. Ничего личного. Так что все не так просто здесь, даже на Next Island. Все упирается в знания, в скиллы, как я и говорил, правильно? Просто так ничего не бывает. Как ни крути, а надо как-то выживать. Субтитлс. Я попробую попозже подключить, посмотрю, как это работает, потестим, Выкинь. посмотрим, и все будет хорошо. Верну. Нет, Люна. Остался. Я остался. Поэтому я сказал, больше на детей ни копейки тратить. Слишком много трат уходит, а выхлопа никакого нет. Одеваешь, кормишь, достаточно, все. Остальное пусть сами зарабатывают. Если хотят. Пусть почувствуют, почем фунт лиха. А то хочу это на... Интернет не работает, кабель на... Велосипед хочу на... Это хочу на... У меня такое, как дали, блядь, по жопе в моем детстве. И все, иди гуляй на улицу, на... О, попозже, сейчас не хочу. Я сейчас напился кваса. Так что сейчас мы сделаем Daily Papu Continent. Благодарю, Андрей. Посмотрим, я посмотрю, если... То есть получается с моей ХКшкой более-менее еще
можно типа жить и лучше типа ее не продавать, да? А ТТ-пистолет это жопа получается, так? Не знаю, мне сказали, что с ТТ-пистолетом оборот лучше. В каком плане? Если ты идешь на Виксонов, ты прокрутил 8 пед, и он у тебя стерся почти на 4 педа. Ты опять бежишь его чинить. А так ты за 3 педа, там даже за 1 пед купил ТТ-пистолет или что-нибудь, и ты должен прокрутить около 200 пед, чтобы он у тебя сломался. И ты опять идешь покупать за 3 педа пед. Ну, за пистолет. Так я думаю, что выгоднее ТТ-пистолетом бить, чем каждый раз чинить эту пушку. Разве я не прав? Ну, как это да. Когда энхансеры вот эти вот у меня есть, да, это и как бы я знаю эти вот Weapon Accuracy Enhancer increases critical hit ability. Они increases это увеличивается слово. Increases critical hit ability. Но такие я только ставил туда. И все. Оказывается, на ТТ пистолете минус, а на ХК там чуть минус. Сейчас посмотрим, они будут также работать. Смайлер Папу. Слушай, а эти жирные, слушай. Грей Папу. Грей Папуянка. А у нас нету Грей Папушников еще других? Давайте посмотрим. Только Ред Папу остались, да? Ага, он считается как Смайлер Папу. Не, это очень долго его этим бить. Давайте лучше будем бить Барбареллы. О, хоть какой-то крит идет. Сенхемина крит. Нет минуса. Поэтому то, что ты говоришь, поэтому они стоят так завышенно дорого, эти энхансеры, не просто так. Если бы они были бы бесполезные в охоте, то они бы стоили там, может быть, не знаю, там 105, 110, там 120, там, ну 200%, да? Если бы особо они не влияли бы ни на что. Не просто же так, наверное, сделали все-таки в игре влияющий вот этот вот тир-рейд. Слушай, может мне его на 4-ю продамажить? Газурит, Рут Агнит, Fear of Pulse, это я все могу, вот это вот мне тоже какая-то 4/4 добить и все. Или надо мне, в принципе, здесь 3 хватает с головой. Я могу до 4-го его дотирить. Ну, с этим, с Барбареллой медленно, но так приятненько. Так, я его отключил, то я не потяну 500 рублей в день, чтобы платить за субтитрс. Но у меня на ютубе есть субтитры, пожалуйста, кому интересно. Так что сейчас мы этот добьем. Смайлер Папу, Биггер Папу, я не знаю, здесь будет или не здесь. Если хватит, если не хватит, пойдем бить кабанов. Даже они меня оприходовали. Вот интересное кино. Какие тени здесь? Рендеринг.
Не надо, говорит, тирить. Лучше скиллы качнуть. То есть хочешь сказать, что человек, который влил там 50 тысяч зелени, оделся и пошел бить птичек вот этих вот, которые там эти на сирене, он не знает, что он делает, типа, или он знал, какие скиллы нужно вкачивать, прежде чем идти их бить? Или он этот нюанс не знал и пошел, влил 400 там, сколько там, 40 тысяч долларов влил? Что-то как-то долго, блин, бежать до туда, ё-моё. Так. Но, говорят, взял 100-й уровень, типа, за месяц. Лазера там, или кого там, или лутера, или хер пойми, кого он там бил. Все-таки надо переходить, думаю, пока на ножик. Сейчас посмотрим, что здесь продают. Я, может быть, этот поменяю, этот продам и куплю ножик. Маленький ножик. Ножиком буду херачить их. Мелкоту. Пилить ножиком. Мне хп нужно, у меня хп очень мало. У меня мало хп, и поэтому мне нужно ножом. Фолька-то она быстро стирается. А еще есть другой ножичек. Я вот сейчас прошу, если хантерок здесь. Нет, хантерка вроде нет. Хантерка нету, обидно. Сейчас будем искать нож определенный. У него тоже небольшой урон. Но стоит он тоже, как и эта пушка. Это, конечно, тема интересная, да, вот ее, наверное, стоит купить, пригодится, но она бьет больно и стоит дорого. Она бьет больно, это не каждого, это мелкого моба ты не приручишь, только для здоровых. У него дамаг, видите какой? 33, 50 лупит. Поэтому здесь очень такой нюанс. Лучше брать немножко подешевле, для менее уровня, чтобы можно было там кроликов приручать, или этих, кто на Мондрии находится, пигмеев, лепрекончиков. Так, ну мы сейчас делаем два квеста одновременно. Биггер, Папу и Смайлер. Планета Next. Всего 7 планет. Если вы родились на любой из этих планет, то добраться нужно вам вот сюда. Мы находимся вот здесь, на Next Исланде. Кто не знает. А для Барбареллы у меня тоже скиллов не хватает, хочешь сказать? Ну, скиллы могут купить у Убера, да. Ну да, такая плетка, конечно, будет минусить, это понятно.
Я хотел вот такой вот пистолетик купить и пойти хантить этих виксенов, чтобы не тратить ашту. Только я не знаю, насколько его хватит. У него, видите, 0,2 педа. Ну, он вообще ни о чем. Я не знаю, как он быстро сотрется. Просто проверить, долго ли можно им будет стрелять или нет. Вот этим пистолетом. Это вот мне интересно. Вот этим вот можно бить не ТТшным пистолетом, а вот этим вот пистолетом. Ага, смотрите, видите, там написано 0 период 00-1. А здесь, смотрите, сейчас покажу. А здесь 0 целых почему-то -3. Что это такое? You can gain Ability skill increase. Можете перевести, что это значит, ребята? А то я, если скрин сделаю, я не могу успевать заскринивать, потому что у меня скрин находится вот здесь вот, и я не могу успеть, как говорится. Вот что здесь написано? Learning period. Как почитать? Сейчас я попробую перевести. Так. Ну я чувствую, что здесь какая-то собака зарыта. Просто мне интересно. А ну-ка на фалькату сейчас я зайду. Где моя фальката? 2, 4, 4, 7. Ага, 2, 4, 7, 4. А я не понимаю. Skills. Your current skills. Вот, блядь, сука, где собака зарыта. Мать твою за ногу. Tier increase. Это тиррейт, это понятно. Тут-то это понятно, что мы уже это превысили левел. Рекомендация. Ну, это типа чисто для левел. А вот эта вот тема, что это за skill increase бонус? Категория это понятно, это durability это тоже понятно, это прочка, это все понятно, это дамаг, это hit ability, жопа ability. А вот здесь меня интересует, что же здесь написано, learning period. Давайте мы с вами переведем и почитаем. Так, learning period. Сейчас, дорогой, подожди. Learning период обучения. Ага. Это у нас период лер. Ученичество. Окей. Так, смотрим дальше. You can gain. Вы можете получить. Это я понял. Типа, это немножко не то, я сейчас объясню. Вы можете получить разрешение, сейчас объясню, additional skill. Сейчас. Я все понял. То есть, я понимаю, ты можешь типа здесь приобрести навык, но это я помню, да. То есть ты можешь навыки приобретать, орудуя, короче, этим мечом. Skill increase для повышения своего уровня, понимаете? То есть у тебя будут скиллы расти, когда ты будешь бить. Чисто скиллы расти. Буст скиллов, да. А когда он станет 0-0, тогда вы будете типа владеть им как можете, что ли, или наоборот, когда сравняется это с этим, или не то. Так, давай еще почитаем. When using, это я понял. При использовании, понял, да. Tools that match. При использовании соответствующих инструментов, но это понятно. Your current skill для повышения ваших скиллов, да? По текущему навыку.
Но я не понял, но это тут не написано. Это тут только чисто написано, что типа я могу получить скиллы. Буст скиллов идет, типа, да. Но... Так, сейчас я хочу найти кое-что. Ебать. Ну это... Ну это тут зарыто что? Смотри. Объясню. Когда ты используешь ТТ-пистолет, от 0 до 3 у тебя скилл качается. Совсем чуть-чуть. Ну, мало. Здесь у тебя при использовании ножа качается чуть-чуть больше скиллов. Но это не говорит о том, какие скиллы нужны для этого оружия. А он просто качает соответствующие навыки по требованию. Вот эти вот навыки качаются. Вот. Лазер хит. Потом еще где там бьешь. Лонгблейд. Вот длинные клинки там какие-нибудь. То же самое, как в этом. На прокачке инженера. Тут тоже буст скиллов 0-5. Интересно, конечно, информация, все это, чтобы это все стабилизировалось в голове, упорядочилось. Стримеров, конечно, русскоязычных не так много, но смотря англоязычных стримеров и читая их чат, я ничего не понимаю. Они обрывками фраз какими-то пишут, то я не могу сопоставить информацию и структурировать ее, не получается. В русском у меня больше получается. Так что так вот. Потихонечку. Сколько марка? Так, я закрываю. Прикинь, марка 1500. Офигеть. Вот эта тема, да? Короче, надо сидеть на на обезьянках и лутать марка по 1500, ребят. О, тут 300 марка. Вот вам и Рактропия, пожалуйста, на Барбарелле сидите. 2 педа ремонт, сидите, 5000 пед прокручиваете, кайфуйте, наслаждайтесь процессом. Да и вот, смотрите, 119, 300, 1500. Плюс 110. Вот, 1, 3, 4. Какой 4, йоу. Я ничего не видел, я ничего не показывал, да? Просто на птичках попробую. По ханте и включи, чтобы считала отдачу. Сперва мне взять 10 пет, пострелять птичек с ТТ-пистолетом, а потом взять 10 пет, пострелять АШК. Только чисто птичек, да? Без энхансеров, без ничего. Это имеешь в виду или как? Чисто эксперимент? Но ты понимаешь, что прикинь, я буду стрелять полчаса вне волны, а потом резко я с ТТшным пистолетом попаду на волну. И как тогда быть? Поэтому здесь надо не 10 на 5, нужно какой-то определенный период времени стрелять. Час или 2. 10 пет мало. Видишь? А что я должен увидеть? Что я должен увидеть? Что у меня будет больше шрапа? Или что у меня будет больше лута? Ты это имеешь в виду? Ну так на любой планете, кроме Калипса, по-моему, всегда попадает больше лута, чем шрапа. Мне надо понять, что я должен увидеть. Качество лута или по процентам отдачу. Да я нубаска, что там мне покажет.
Блин, никак не могу для вас найти. Ну, отдачу чем? Шрапнелью? Вот это его вот отдачу? Или чем? А я не знаю, какую отдачу ты говоришь. Скажи мне, дорогой, куда ты летишь? Так, это что у нас? Это Бигер Папу, да? Да, это Бигер Папу. ОТТ. Отдача по ТТ. По ТТ, по ТТ, по ТТ, по ТТ. Patobam. Hello guys. How are you? Nice to meet you next Island. Hello. I'm YouTube. Subtitles YouTube Go much. Avalon is 3D YouTube. Lol. А у меня, по-моему, сейчас я проверю. Должен быть у меня на YouTube скилл. В описании должно быть у меня. Да, у меня есть YouTube там. Где они? Куда делись? Воу, 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 воу. Так это можно, получается, смотреть, в принципе, также отдачу по ТТ на Виксона. Побить сперва ТТшным пистолетом 100 пет, прокрутить, а потом 100 пет прокрутить HK. Но я каждые 9 пет буду бегать, чиниться по 3,8 педа практически. С энхансерами или без энхансеров. Вот is it, бархатная тяга. Давай, гибел Папу, Грей Папу. Блять. Все, мы один сделали. Смайлер. Отлично. Поздравьте. Guys. Так, Грей Папу нам не нужен. Нам нужны вот эти вот большие провайдеры. На Виксонах не увидишь из-за того, что на них до хрена нужно скилла. Грей Папу провайдер. Объясни мне, как ты понял, что на них нужно до хрена скилла? Где ты это увидел? Я не понимаю, где ты видишь, что на них? Это же маленький моб. Зачем маленькому мобу такая куча скиллов? Ну, это, по-моему, нелогично, правильно? Для чего так сделано? Ну, как-то не очень стыкуется. Сейчас. Почему ты так думаешь, что именно Виксоны требуют какого-то скилла 100%? На них же это не написано. Или написано?
Ну, маркапный лут, но он, как бы он по своим педам очень маленький, поэтому он маркапный, потому что у него там сыпется 0,0 там 0. Я понял определенный скилл. А где написано, где этот скилл? В энтропии Вики где-то написано про этот скилл? Или как это ты определяешь? Ты же не можешь посмотреть, что на Red Papu здесь какой-то скилл. Ну ты же не увидишь ничего. Тут не написано здесь про скиллы никакие. Тут чисто просто описание идет и все. Ты охотник или погулять вышел? Кто должен знать свою добычу? Не, я тебя не про это спрашивал. Я тебя спрашивал, на нем же на лбу не написано. И на Вике вряд ли тоже будет написано. Блядь, не того стреляю. Так, сделали, а то какой интерес. Специально что сделали? Специально сделали, чтобы этого не показывать никому или что? Ну, тогда бы просто запретили торговать через обмен, а все бы делали через аукцион, и все нормально было бы. Но про него ничего не написано. И это понятно, просто как понять, что маленький моб, а чтобы типа его бить, нужно 100% какого-то там скилла. На нем это же не написано, а если это нигде не написано и нигде этой информации нет, то это только догадки получается. Ради бога, пусть будет через аукцион. Пускай будет через аукцион, нормально. Мне все равно. Дело не в этом. Ну а то, что не видишь, что у тебя минусит, значит, что-то ты неправильно делаешь. Так минусит у всех же. Здесь все в минус идет. Это вся игра, говорит, сплошной, говорит, минус. Нет, дело даже не в минусе, даже что-то неправильно делаю. Тут же не обязательно, если ты делаешь что-то не так, то для моба нужен определенный уровень. Значит, где-то какая-то информация все-таки должна же быть, правильно, чтобы эффективно убивать типа этого моба, нужно иметь там 100-й уровень такого-то. Ну а иначе, если это нигде не написано,
то эта информация не существует. А взять ее с потолка, но я не понимаю, для чего это так. Играешь в ноль, а денег нет на энхансеры. Потому что ты влил на специальную штуку. Ладно, постреляем этих тоже, чтобы волну добить. Не, ну это, конечно, интересно. Просто где-то если этой информации... Это понятно, да, это делает наживной вопрос только по времени, за сколько их заработать. Ну, время, да, и плюс еще... И эта информация, получается, нигде не существует. Это, получается, все происходит методом тыка. Но как ты поймешь, если этой информации нигде нету? Как ты узнаешь, что, допустим, вот этой обезьянке нужно 50% того-то, чтобы она была такой-то? Вот как это сделать? Может и 50%, а ты думаешь, нет, наверное, все-таки 70 нужно. Непонятно. Так, мета у меня только 100. Так, посмотрим, сколько у меня бравады биорегенерились. О, перегнулись, ну и, значит, берем бравада. Для этого кодекс ввели, чтобы легче было. Просто ханчишь, если минус, идешь на моба, который не минусит, и качаешь скиллы. Так, где-то еще я видел, биггер-папушки должны быть по ходу пьесы. Где-то вот в этих вот местах должны быть папушечки. Это не они, это что-то третье, мне нужно четвертые. Так, значит нам... Так, тоже кабаны. Тут кабанчики. Ну, кодекс ввели не то, что легче, а просто тут-то за педы просто берешь. Тут дело же не в кодексе особо, а именно в понимании. Как ты определил, что на Виксонах нужно 100-й уровень, чтобы их бить? 100-й уровень чего? Лазера?
скилла оружия. Просто это же нигде, если нигде не написано, то может быть это и неправда же. Понимаешь? А если это где-то написано, то это где-то написано. А если это не написано, то тогда как быть? Так, здесь тоже только грышки попу. А где толстые? Четвертые мне нужны, хотя бы 4 штучки. Олды, наверное, они не засчитают мне. Это все-таки смайлер попу. У меня на них минус 10-15%, когда на других мобах 0. То есть ты хочешь сказать, что если ты понимаешь, что на этом мобе у тебя минус 10 или 15%, значит этот моб требует какого-то скилла 100 уровня. Не 50, не 30, не 20, а именно 100. Правильно или нет? Так, сейчас я на секундочку проверю VK Play. А почему-то у VK Play есть возможность менять разрешение игры. Такой-то, 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 такой-то. А на Твиче почему-то 1000. Почему? Может, в записи потом будет лучше. Ну, понятно, что скиллы брал на 500 пет. Это понятно. Так что мы сейчас сделаем квестик Daily Village Boar Containment. И будем закругляться. Чтобы я потом все-таки попробовал делать субтитлы. 3 часа или там 4 часа. Чтобы надо все-таки субтитры, чтобы были на Твиче, а не на Ютубе. Хотя на Ютубе сохраняется, а на Твиче нет. Но я это сделаю как яркий момент. Сохраню это до июля. А потом уже в августе видео оно автоматически удалится через 14 дней. А чтобы это видео не удалилось, я сделаю яркий момент на нем и все. Не делай кабанов, они страшно тебя минусуют. Ой, а что тогда делать? Ой, есть еще этих можно побить, циклопов можно побить 1-го уровня. Но надо пойти циклопов взять. Так где-то циклопов брать я не помню, где. Здесь. Здесь. Где-то нет. Тут походу нет. Тут квест у нас на текстуры. А где-то вот здесь, по-моему, Борас. По-моему, здесь на циклопов, по-моему, берут. А на первых циклопов. Ну, минусят-то понятно, что минусят. Мне нужно делать контент. Мне нужно делать контент, дорогой мой. Пускай минусят. Хотя бы смайлерков побьем, уже пришли сюда. Потом уйдем. Долго не будем. Пускай минусят, ради бога. Так смотри, если ты не будешь минусить, у тебя не будет копиться хофф. Хотя хер его знает. Прикинь, а кто играет в плюс, все равно хоффы ловит. Хотя говорят, типа, что глоб это минус, а хофф типа это выравнивает. А на самом деле, может быть, все это неправильно работает. Не так, как мы это привыкли думать. Понимаешь? 1000 голов, и у всех 1000 разное мнение. Так что не факт. Но если в смысле хофф глобы дают. Глобы это отдельная же тема, а хофф это отдельная тема. Вот, видишь, хофф лист.
Long 2 Alpha. Бабах! 23 тысячи. Мне просто кабачки нравятся, что они тебя толпой месят. Они так потихоньку сейчас. Нет, нет, пускай минусит, пускай качает, пускай жрет. Ты это тоже анализировал информацию, что глобы энхансеры дают? Странно, я вроде без энхансеров. А, глобы. Знаю, глобы. Может быть, при распаде энхансера он тебе возвращает, типа, да? Ну, типа, один умер энхансер, на тебе глобик. Умер энхансер, на тебе глобик. Типа того. Это надо просто проверить. So I've come to that conclusion. Just a rotten piece of. So I'll end up О. dying slowly. 3 энха на дамаг. See, I just want to be able 3 энха на дамаг. На крит или на дамаг? Вот такой вот? Как у меня, да? Default Weapons Damager. Это имеешь в виду? Или нет? Ну, дамаг же написано. Вот дамаг. Так, если на улицу идиот не выйдешь, я тебе сейчас, блядь, звезды дам. Блядь, говорю! Какие что-то, блядь. Или вот такой вот. Enhancer. Виапон Акураки. Вот такой энхансер или какой? Я просто не понимаю. Ты говоришь на дамаг. Это на крит у меня. А это у меня на дамаг повышение. А какой, что за пушка? Вот Арматриксом мутит, что ли? Какой энхансер? Это эконом дали 4 энха. А что за пушка у тебя? Арматрикс? А ты что, Букин протирил и Барбареллу протирил? И на сколько ячеек протирил? На одну, на две, на три?
Ну, получается, у тебя вот такой энхансер, как у меня. Дамаг, Energy Burn and Deterioration. Для повышения небольшое там дамага. Короче, что ты думаешь, что влияет все-таки энхансер, как ни крути, на глобы? По твоим наблюдениям? Или это просто тебе так, этот, ну, не факт? Перекрывает твои затраты на то, что ты покупаешь энхансеры по 500%? Сейчас. Если правильно мобов ханщит, то в плюсе. В смысле правильных. Это тех, которые тебе дают не минус. Это называется правильных мобов. Так, пока еще не взял я сотого лазера. Как они походу агрятся жестко, пипец.
Какой левел у тебя, мани этот, Андрей? Блин, надо было починиться, а я не починился, мудак. Ладно, пускай меня сожрут, я хоть починю сейчас. Оружие 45-й, лутер 29-й. То есть ты советуешь, Андрей, всем Букина и Барбареллу тирить до 3-го уровня хотя бы, да, для энханса? Или не надо? Или это уже каждый как сам захочет? Моща. Так что вот так, дорогие мои. Сейчас немножко еще пошпилим их. И будем закругляться. Чтобы я потом настроил субтитры для тех, кто будет смотреть на Твиче. Понемножку будем двигаться вперед. Потом изучим теорию относительности от маньяка Андреевича. И скажем, ёкарный бабай. А Виксон это требует 100-й уровень, а где это написано? А об этом никто не знает, об этом история умалчивает. Но мы минусим. Странно, лутер у нас 100-го нету. Лазер 45-й, но мы минусим. Странно. Я еще не взял лутера 21-го. Вот он, пока 21-й лутер. Пока 22-й. Где они?
Так, ну ладно, здесь если никто не появляется больше, никто не хочет появиться, тогда мы пойдем и поищем их в другом месте. Сейчас, типа, когда открываются новые, говорит, скиллы, минусить начинает, правильно же? Это запишу. Так, Киллет Фифокс Янг бабахнул. Лукас Гуивер Добряк. Так, нам бы найти кабанчиков, они где-то в той зоне были, да? Так, в той вверх точно нету кабанов. Когда мы сюда летели, это вот здесь кабаны были. Целая куча. Так, нам это пока Грей Папу не надо. Нам нужно 4-е папушники. Это одни Грей Папу, что ли, здесь тусят? Офигеть. Вот их не рассада здесь. Ни одного 4-го, что ли, нет? Офигеть. Так, сейчас поищем еще. Так, тут вообще животных нету, посмотри, пустые плантации. Никого нету, хоть покупай землю, сажай животных. Живности вообще нету никакой. Это немножко быстрее, чем беготня. Вот это еще хороший, да, лазер. А здесь и написано, да, какой период дамага. Вот категория. А вот есть Skill Increased Balls 33-36. Так, сейчас найдем бор. Потискаем их, где-то они были. Даже просто особо не напрягаюсь, так летаю. Хочу природу посмотреть Next. Где что есть. Сейчас поищем. И будем закругляться. Чтобы я титры открыл. Ну, выключаю. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close.
Это, конечно, хорошая тема, да? Но above average очень будет этот стираться быстро. Learning период, да? Так, вот кабачки какие-то, кабачки наши. Сейчас посмотрим, они будут засчитываться нам или нет. Как Смайлер Бор. Да, они засчитываются. Вот это, конечно, хорошая тема, но она не скорострельная, но для ПВП пойдет экспериментировать. Ну, в принципе, даже для Ханта она пойдет. У него очень хорошая эффективность. Но 60 уровень требует владения. Эффективность чуть-чуть меньше у него, чем у МК2 Adjusted. Так, я хочу найти ножичек вон тот, чтобы может поменять. Так, это Оспин, второй тир. 2100, 2200. Ну, то же самое цена. Ну, дамаг поболее у него будет, поприятнее дамаг, чем у МК2 Adjusted. Да. Но скорострельность у него оставляет желать лучшего. Ого, На поддержание штанов. благодарю Интайм. Вот видите, пришел донатик. А поддержание штанов, блядь, я вообще, блядь, в семейных сижу. Крепкое рукопожатие, спасибо. Адидасяна, да? Так что сейчас спросим бывалого человека. А ну-ка, Интайм, давай пиши в чат. Ты здесь? Отпишись, пожалуйста. Ты где там, на ВК-плеере или на Твиче? Скажи нам, пожалуйста, вот информацию твою. Вот есть человек один, очень интересная личность, неординарная. Он говорит, что для виксонов, чтобы фармить, нужен 100% какого-то скилла, и иначе они минусят. Поэтому, говорит, уберы их не хантят. Это правда или нет? Потому что, говорит, я, говорит, других стреляю, у меня, говорит, в ноль. Как иду на виксонах, у меня типа минус 10-15%.
Поэтому, говорит, они требовательные к какому-то, говорит, там скиллу, и поэтому уберы их, типа, и не любят, типа, этих виксов. Потому что, типа, маркапный лут, и поэтому они требуют 100-го уровня. Но где это написано, эта информация, что вот для такого-то моба, для лонгу, нужно 50-й уровень лазера, допустим, да, чтобы ты эффективно его шмалял. Или 100% уровень лазера нужен, пушка, для этого. Потому что с ТТ, там, пистолетом там делать нечего. Это правда? Это такая информация правдивая или нет? Или ты такого никогда не заморачивался над этим? А, видишь, что говорит? Вот, Андрей, ты здесь? Вот видишь, что пишет Тайм? Ну да. In Time говорят, ну ты, наверное, видишь, да, чат, читаешь, там напишут. Нет, но мне человек говорит, что уберы их не хантят, потому что там нужен 100% какой-то уровень этого лутера, и поэтому типа они их не хантят. Типа они мелкие для уберов, вот поэтому и не хантят. Так что чем лучше уровень, тем лучше. Но смотри, как ты считаешь, энхансеры зависят твои глобы или нет? Или что ты без энхансеров лупишь? Или с энхансерами, когда энхансеры у тебя глобы чаще? Или нет? Скажи, пожалуйста. Как ты считаешь? Ну, потому что было наблюдение, да, что если у человека есть энхансеры, там на дамаг, там, или на экономию, или на что-то еще стоят в 3-4 слотах, ну, или на дамаг, на крит, там без разницы особо, все равно типа у тебя идут глобы, будь ты на Барбарелле шмаляешь или даже на Букине, и типа люди советуют, если это не секретная информация, там лучше, говорит, протирить. На крит, то скорее режет, видишь? Но я бил на криты, у меня были несколько глобов мелких, правда, копеечных, на Виксона, когда я бил их ашкой. Но смотри, видишь, у меня вот эта вот пушка, да? Вот эта пушка есть, и вот такие энхансеры на ней у меня стояли. Вот, сейчас покажу. Вот закрепим ее. И я тебе покажу пистолет, ну, грубо говоря, аналог Рактропии. Здесь я трачу 8 пет. Трачу, да? Если Виксоном стреляешь, надо смотреть с прогой, будет ли больше шестерни на одну и ту же сумму оборота. Ну, смотри. Допустим, я здесь потратил 8 пет, 9 пет, и я пошел чиниться на 4 педа. Здесь ТТшный пистолет я отстрелял. Да, если я отстрелял здесь 180 пет, я пошел покупать новый пистолет за 3 педа. Но мне сказали, что, вот видишь, мне, говорит, ТТ не по скиллам. Вот смотри, как человек определил, что ТТ пистолет у меня не по скиллам? Где эта информация? Я просто не могу понять. Или я тупой, или я не понимаю. Вот leading период, что это такое? You can gain additional skill, increase using tools, the match your current skills. То есть это от 0 до 3, типа я буду получать скилл, когда я буду его юзать. Но люди утверждают, что мой пистолет не по скиллам. Как это определить, что мой пистолет не по скиллам? ТТшный. Ну вот смотри, Андрей, вот In Time Энтропия говорит, что у меня все замаксено. А ты говоришь, что у меня ТТ пистолет не по скиллам. Вот видишь, он утверждает, что не по скиллам. А вот эта вот тема у меня по скиллам. Вот как он это определил? Вот он этого не говорит. Ну потом, может, скажет, когда вне стрима. Если он объяснит мне это, я просто не понимаю, почему он считает, что у меня это не по скиллам ТТ пистолет. Может быть, не по скиллам, потому что у меня нету лутера
стопроцентного, поэтому не по скиллам. Может быть, он это имеет в виду. Я замаксил пистолет, но может быть я не замаксил лутер 100, и поэтому вот тебе твои скиллы, типа, и все. Хотя если так разобраться, то если этот у меня не по скиллам, то как у меня может быть этот быть по скиллам? Не понимаю. Ну вот, человек утверждает, что Андрей не по скиллам. Как быть, я и не знаю. Арина, принеси попить. Так, еще одного завалим и здесь в воду. На броню не нужны скиллы, но она нужна. Или одежда после крафта. Но я не шарю, ну понятно. Просто подумай, что нужно для ханта. А кого порезали в прошлом году? Скажи, пожалуйста, Андрей. Я не понял. Спасибо. А кого порезали, ты имеешь в виду? Энхансеры порезали или кого? Кого порезали? Плюс без энхов, короче, ребята, без энхов мы не сможем играть в плюс, понимаете? Как-то вот это энхансеры, завязанные вот на этом обороте. Я 20 лутер в пистолете, сколько эффективности? 58,2, но, допустим, если я закину сюда вот так вот, у меня будет 65%, видишь, эффективности. Вот. А у меня лазер не 65 же процентов, правильно? Вот смотри, у меня лазер не 65, у меня лазер 30. Вот смотри, но непонятно все равно. Вот лазер 39. Допустим, если у меня эффективность, да? Если у меня был бы лазер 65, лазер снайпер хит, и здесь 65 эффективность. Короче, непонятно. Вот видишь, как-то здесь все хитро скрыто. Или должен быть Animal Looter. Вот, или лутер должен быть 65-й. Ну вот непонятно все это как-то. Вот очень все как-то хитро сделано. Как-то очень хитро сделано. Что вроде ты понимаешь, а на самом деле ты просто тупой, как себе скваренный. Ты ничего не понимаешь. Выглядишь полным дебилом, блядь. 4 года играешь, а сам, сука, тупой. Твой возврат на Виксонов должен быть в районе 92% плюс 0 минус 5. Но человек говорит, если ты ТТшным стреляешь, ты будешь в минусе. А вот если ты стреляешь этим, плюс энхансеры там на крит или там на дамаг. Ну, на дамаг здесь не нужен, лучше на крит. Здесь я могу еще тирей сделать 4, пока не буду. 3, в принципе, хватает. Этим можно хантить. А вот 4, смотри здесь. Хватает лута тебе, чтобы окупить 8% недостающих. Прицелы. А, порезали прицелы. Понятно. Их еще и порезали. Понятно. Вот что. Ну, не знаю, один вот недавно написал, типа, что человек, типа, играет, и ему в плюс. Ну, типа, ему нравится его обвес. Ну, я просто проэкспериментирую, потом будет время, нет, да потом их солью и все. Так же, как и продал. Это не беда, как говорится. Ну вот, Андрей утверждает, что у меня ТТ не хватает. Для ТТ. Я не знаю, что у меня не хватает, каких скиллов мне не хватает, чтобы я мог ТТ-пистолетом хантить хотя бы в 0. Я не знаю, что мне здесь не хватает. А, допустим, мне хватает, чтобы пилить вот этой штукой. Как узнать? Вот какие-то секретные материалы у меня на стриме происходят. То есть со 100 пет, 8 пет маркапом надо тебе, чтобы в 0 отстрелять. И скиллиться, ну и чем выше лутер, тем больше будет твой плюс.
чем выше лутер, тем больше будет плюс. Но 100% лутера это 7%, правильно? От общего лута как бы 7% улучшает твой лут. Так вроде я знаю. 100% Animal лутера это 7% к общему пулу. Там, не знаю, что там, 7% к улучшенному или не к улучшенному. И так далее и тому подобное. Правильно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну не знаю, Дис пишет, но мне... У Диса 205 левел знаний, понимаешь? У Диса, да, он умер. Что он знает и что мы знаем. Между мной и тобой остается ветер. Прикинь. Кстати, Оскар, который поет эти песни, да, он в девушку превратился, перевелся в женщину, переоделся. Ну, короче, этим стал. Не гендерно стал, как бы, а перевелся в был мужчина, стал женщиной. Это его личное дело. Но песни у него хорошие были. Между мной и тобой остается вечер. Все как пиздеж и провокация. Так, это у нас получается medium board, да? Это даже не medium board. Бежим! А что четвертых валю тогда? Смолер Болл я убил. А он засчитал мне или нет? Давайте проверим. Так, давайте проверим четвертый уровень. Вот четвертый. У меня 8. Так, это кто у нас? Board Old. А если интересно другой еще? Bold Matur. Сейчас посмотрим, засчитает мне 9 или нет. Да, идет. Четвертый идет. Отлично. Потихоньку идет. Надо просто найти больше спавна этих четвертых. Здесь, походу, все третьи. А вон четвертый. О, пятый. Ну вот, видишь, я рекламирую маньяка уже в этом, в Рус-чате. Типа, покупайте, ищите информацию сами, если хотите в ноль играть. А то они думают, что типа здесь казино, и все время только минусишь. Конечно, когда у тебя нет информации, когда у тебя нет знаний, но ты делаешь как бы все на авось, и методом тыка ты идешь в минус. А когда ты знаешь, куда ты идешь, на кого ты идешь, с чем ты идешь, для чего ты идешь, ты играешь типа в ноль или в плюс. Ну, я такую, наверное, информацию могу сказать, как бы, да, она ничего, я просто сказал тирите, да, но я, как бы, конфиденциальную информацию разглашать я не буду, которую мне будут давать. Потому что только с разрешения автора. А то, допустим, что тирить, ну, я сам протирил, я говорю всем, вот, это как бы, это любой может протирить, и Барбареллу, и Букина, пожалуйста, тирите сколько хотите, нужно просто это вам или нет.
пригодится вам это или нет. Чисто просто если скиллы качать, ну, можно качать, просто долго придется качать, потому что время занимает. Если, допустим, какую-то пушку брать выше уровнем, у нее дороже уже будет все. Ну, хотя дороже или дешевле, цена-то на тиры она одинаковая, что первый, там, второй, третий, четвертый, там еще просто больше. Всё. А это уже там на свой страх и риск, это, как говорится, делать будет. Так, сколько мы уже стримим? 3 часа мы стримим. Да, 3. Ой-ой-ой-ой, надо заканчивать. 3:52. Блин. Так, еще чуть-чуть, как бы и будем сваливать. 4 часа стрима у нас с болтологией, с непонятностью, с интересной информацией от маньяка, от Андрея. Так что смотрите. Сейчас немножко постримим, потом я заморочусь насчет субтитров для английского на Твиче. И проверю по тесту. Потом я с ним пообщаюсь вне стрима. Ладно, пускай меня минусят эти бульдоги, хрен бы с ними. Дело не в минусах здесь, а дело в информации. Мне информация даже больше интересна, чем какой-то глоп или хоп. Если честно, просто сама информация интересна, более полезна для тебя. Только вот раздражает меня искать этих мобов. Слишком долго их искать. Где, интересно, их паства обитает? С 4. Здесь, может, пониже будет, нет? Yellow Papu. Нет. Мы Yellow Papu уже, извините, с вами сделали. Сейчас поищем еще вот здесь вот, полетаем. Так что, кому субтитры, welcome to YouTube. Вот еще один поймали. Ну, это, конечно, такой себе хант. Сейчас перевернется, смотри. Нет? То есть со 100 пет 8 пет маркапом. Ну, не знаю. Уверяет, что нету скиллов на ТТ пистолет. Странно. Я надеялся, что есть. Да, получается, я лох, что я покупал МК2 Adjusted, походу, и им шмалял. Сейчас вот бы найти бы этот МК2 Adjusted. Этот, конечно, тема хорошая, но стоит он, блядь, кучу бабла. Просто хочу, чтобы был контент какой-то интересный, чтобы какое-то общение было, чтобы можно было перевести на английский язык. Ну и каждый, может быть, кто-нибудь подчеркнет для себя какую-то информацию. Потом задаст вопросы на стримах. Здесь, как-то странно они летают. Вот, среди, блин, девчонок один поросенок, блин, сидит. Так, тут еще у нас этот автомазер. Так что 4 часа пока хватит на сегодня. Ремчанского, думаю. Это очень долго тоже. Людям тоже надо жить своей жизнью, заниматься бытовыми делами, а не только такую чушь слушать. Ой, это энтропия, мозготропия, блядь. Вот эти, конечно, перелеты меня больше всего раздражают в игре. Потом это добьем уже, наверное, завтра. Я пока пойду делать субтитры, покушаю, займусь чем-нибудь другим. Рассортирую пока хлам. Просто это очень долго, эти ханты всякие дляс. Очень долго.
Где-то же должен быть четвертых побольше. Не могу просто их найти. Сейчас я еще, по-моему, возьму на циклопов тогда, на завтра. Если я их не взял. Сейчас проверю. Сравни ТТ-пистолеты, которые тебе точно... Сравни пистолет с ТТ, которые тебе точно по скиллам. Стоп, машина. Как это понять? Где ты видишь, что он мне, допустим, не по скиллам? Где написано, что он не по скиллам? Вот это ты в это видишь, вот это вот что ли? Или что? Creating damage, range from от 1 до 100, higher values in date, better offense, this is in rest property, item and those not affected by skills, weapons, the have scopes, laser amplifier, attached with display, modified offensive value or range. Но мне сказали, что он не по скиллам. Мне сказал человек, что он мне не по скиллам. Почему-то. А я как он это понял, я этого не могу понять. А вот это, говорит, тебе по скиллам. Как он это определил? Как он это определил? Я не понимаю. Как это он определил? Вот этот мне по скиллам, а этот мне не по скиллам. Не понимаю. Вот хоть убей, не понимаю. Может, из-за того, что у меня лазер снайпер хит 39, не понимаю. Может быть, из-за того, что... Так. Нет, подожди. Лазер снайпер хит 30... Ну, блин, тут 35, 39, тут 35. Ну, это мои цифры. А тут 0, 0, 0, 0. Понятно. Вот как это понять, я не понимаю. Вот объясните, почему это, допустим, по скиллам, этот не по скиллам. Ладно, это уже, наверное, мне стримом. Сейчас. Потом тогда напишите, или в игре напишите. Сейчас я вот сюда, по-моему, прыгну, если я не ошибаюсь. Или сюда. Сейчас проверим. Так, сравни, который тебе... А что мне сравнивать? Я не понимаю. С чем сравнивать? Ну, дамаг. Дамаг. Надо дамаг, допустим, да, посмотреть. Ну вот, смотрите. Дамаг. Давайте посмотрим дамаг. Где написан у нас дамаг? Impact дамаг. Дамаг potential orange value indicate that the value is modified. Дамаг 4. Дамаг здесь тоже 4. Penetration дамаг 1. Дамаг интервал 2-4, 2-4. Ability, как бы, ну, у меня, говорят, замакшен ТТшный пистолет. А мне говорят, что мне не хватает скиллов каких-то на него. Может, надо мной издеваются? Так, это не он? Нет, это не то. Подожди, стойте. Значит, это не здесь было. Так, где у меня квест? Где квест я брал на этих циклопов? Сейчас я стримчанский вырублю. Андрей Аудрей Нилес. Так, а где-то я не помню, где-то я брал же. Или я не здесь брал. Да нет, тут у нас этот идет чисто. То, что мне не надо. Пока. Мне это не то. Я не помню, где я брал. Где-то же был в этом месте. Где-то на этих мобов брать надо было. Здесь. Или тут. Я уже запутался с этими порталами. Советчик сам ошибается. Андрей, а ты можешь ошибаться, как бы, что у меня может все замаксено, так мы здесь были. Не может такого быть? Но он говорит, ТТ-пистолет у меня не замакшен. Мне, говорит, не хватает скиллов. Так, или я не здесь вообще, или надо в другое место прыгать.
Может быть здесь? Но, по-моему, там, по-моему, дается на краб, я знаю. И что это было? Нет, говорит, одних скиллов не хватает, мне пишут, видишь? Не трогай, типа, да? До no touch, да? Смотри, как прикольно. О, май! Поэтому не трогать, это опасно для жизни. Нельзя трогать эти цветочки, они кусаются. А смотри, Андрей, что пишет. ТТ-пистолет изначально это рассчитан на начинающего игрока. Что ты на это скажешь? Так, ребята, а кто знает, где брать квест на этот? Не на этот? Интайм, ты где-то же брал, помнишь, квест на этого, на циклопов? Вот ты где-то не здесь брал, ты где-то их вот здесь, что ли, брал? Где-то вот здесь, по-моему, если не ошибаюсь. Сначала, если начнет, то хватит. Он уже не начальный игрок. Нет, я сначала играл с ТТ-пистолетом, долго бил, все время постоянно бил ТТшным, все время постоянно бил. Вот это вот? Или вот здесь? Этот слева, Дитвалуе, по-моему, да? А, вот тут, по-моему, да? Камбо Outpost, если не... Под желтой зоной. Вот здесь вот. Или вот тут. Камбо Output. Под желтой... Или вот тут вот. Желтая вот зона. Камбо? Камбо. Камбо, тамбо, камбо, юмба. Но это потом уже все. А то уже 4 часа стримчанский идет. Камбо, юмба, дада, юмба. У меня уже горло болит. А я хочу сделать субтитры, настроить. Поэтому я буду, наверное, завершать. The end. Так, это лис. Но он ничего не дает. Может, он у меня открыт уже? Я не сюда зашел. Подожди, как не сюда зашел? Сюда зашел уже вроде. Тут нет, или здесь. Ну, понятно, но... А, вот, choice циклопс. Choice 100 штук. Так, все, давайте будем завершать, отдыхать. Я отключу стримчанский, потом, Андрей, я тебе напишу. Я немножко отдохну, минут 10-15, потом отпишусь. Я выходить с игры не буду, так что всех благодарю за просмотр. Присоединяйтесь на Next Island. Мы будем настраивать субтитры на английском языке. Потом будем с вами.